Всем общий салам алейкум. Сейчас я хочу сделать этот ролик, и он будет посвящен аварам. Вот эта работа моя, вот я когда ролики делаю, это я в них освещаю результаты своей исследовательской работы, проведенной на данную тему, например. Вот сейчас я в этом ролике хочу поделиться своей работой на тему о происхождении авар. Вот как слышно меня? Нормально или нет? Я записываю это на диктофон, на телефоне. Вот. У меня нет там специальной аппаратуры, оборудования. Вот, поэтому, пользуясь тем, что у меня есть, я делаю эти ролики. Поэтому насчет качества их слишком привередливыми не будьте. Вот самое главное, я обращаю внимание на информацию, смысл сказанного в этих моих работах. Вот. Таким образом, сейчас будем говорить об аварах. Вот эта работа про авар, она логически следует далее, после моего этого ролика, который очень оказался популярным, про аргынов. Оказывается, тема аргынов так сильно интересует людей, что я сам даже удивился, насколько прямо большой интерес проявляется, оказывается. Вот просто мои предыдущие ролики так много не смотрели, как именно про аргынов, когда я сделал ролик, что они потомки именно Ара и Куна, наших предков. И это меня дальше сподвигло продолжить тему аргынов, которую я озвучил до этого. Я там говорил, что потомков аргынов сейчас очень много по Евразийскому континенту. И их всех посчитать это практически, наверное, невозможно. Один из народов, которые потом являются потомками аргынов, я назвал там, это авары нынешние. Венгров я назвал, а аваров я тоже там назвал. Почему они потомки аргынов? Потому что у Ара были сыновья Ау, Су, Каз. Я вам говорил по родословной. Потомки этих Ау, сына Ау, вкупе с его праотцом Аром, это и есть Ау-Ар. Такой, конгломерат получается. Именно название, оно дает название, так скажем, прародителей, дает название продолжению рода, а далее и народа целого. Ау-Ар – это прародители рода или народа Ауар. А дальше она трансформировалась в европейцы своими языковыми корреляциями. Они У делают букву, звук У превратили в В. Это как Киев, например, тоже в В там превратили. На самом деле там Киев. Вообще они сами даже, эти украинцы и белорусы, они Киев называют. И они больше используют У. Мы тоже, казахи, Москву, например, мы Москеу называем. Москеу в конце У. Это наша тюркская, так скажем, это природа.
Вот, а европейцы, они привнесли вот это «в» букву искажение. Вот, ну, в общем, вот эти лингвистические корреляции дали, значит, о себе знать в последующем, когда народы, значит, через многие века постепенно свои, значит, протоязыки исказили до вот сегодняшних современных, вот много вот европейских языков, они вот, это продукт уже многовековой, там пару тысячелетней истории, это искажение. Вот, поэтому этому удивляться уже не стоит. Вот, протоязык вот, всех нынешних народов, которые вот, европейские народы, он был ранее другой. Вот. Сейчас я не буду говорить конкретно какой, потому что я и сам этого точно не могу сказать, но знаю, что он не такой, как сейчас вот они думают. Вот, скорее всего, это был тюркский язык у всех народов. Ладно, это другая тема. Сейчас давайте поговорим про аваров. Так, значит, я для того, чтобы было вам с чем, как говорится, сравнивать, да, чтобы не только меня слушать вот в этом ролике, да, я специально вставлю сюда работы других авторов, которые до меня сделали на эту тему. Вот. И это будет интересно и вам, и вот чтобы как бы этот ролик был такой насыщенный, так сказать, взгляд с разных сторон на одну и ту же проблему, как говорится, на одну и ту же тему, взгляд разносторонний. Он будет более такой полный, полномасштабный. Как говорится, 3D формате рассмотреть объект, как говорится, исследования. Вот и вот в их, значит, роликах, которые я сюда вставлю, вы послушайте, как они представляют, значит, сведения об этом народе, удивительном народе, который там с 6-7 веках за какие-то 50 лет, здесь как выражаются, создал целое государство практически из ничего, как они удивляются, вот исследователи, которое начало противостоять Римской империи, представляете? И начало эту империю римскую постепенно крушить вот, своей бурной деятельностью. Вот это ну, как бы причиной этого был именно вот этот аварский каганат, так называемый в истории, который сейчас везде пишется. Вот. Аварский каганат, потому что создали его авары, такой народ авары, который сейчас для нынешних историков является этим, как сказать, загадочным народом каким-то. А почему каганат? Потому что у них правителем был Каган, поэтому и каганат. Вот, государственное образование. Так вот, я вот сейчас параллельно с их этими работами, вот этих авторов, которые я тоже сюда буду подключать, я свои тоже сведения буду читать вам, объяснять, рассказывать, для того, чтобы сложилась общая такая картина, как я вот раньше в роликах говорил, мы историческую картину составляем из различных кусочков пазлов, там, как сейчас модно говорят.
Вот. И каждому пазлу находим свое историческое место. И после этого у нас сложится такая общая картина мировой истории, получается. Так как она, вот это то, что мы сейчас будем рассказывать, аварский каганат, он, так скажем, и в Европе, так скажем, это навел шороху, и у него глубокие корни с Азией, с Центральной Азией. Ну вот сейчас вы все послушаете и услышите. И далее я параллели хочу привести с, так скажем, современностью, и чтобы вы увидели, насколько, значит, история, да, то есть целые тысячелетия, да, века привносят изменения на форму и внешность людей, которые, целых народов, которые подвержены, значит, влиянию временного такого фактора. То есть история – это большой такой временной фактор. Это вот мы сейчас живем, допустим, день изо дня живем, там наши дети растут, это все на наших глазах как бы происходит. А вот история, вот то, что мы на наших глазах не было, это до такой степени большой исторический период временной, который мы не видели и можем только представлять себе абстрактно вот, в голове своем, так скажем, в сознании. Вот это я имел в виду, что я хочу вот здесь показать, как вот эти авары, да, древние авары на сегодняшний день, как они выглядят, как они разговаривают, я вам покажу, кого они представляют сейчас и кем они были там пару тысячелетий назад. И так скажем, как они теперь отличаются от тех, которые тоже потомки вот этих аваров, тех древних аваров, которые создавали тот каганат, аварский каганат, но которые живут сейчас в Казахстане. Вот я хочу именно вот показать наглядно вам. Это очень интересный взгляд на историю, мировую историю развития цивилизаций. Так, этот ролик будет очень длинный, по ходу получается так, потому что тема, она такая интересная, и я не хочу, вот, как вот эти ютуберы, которые там другие снимают ролики, быстро-быстро, красиво в мультяшном виде все изобразить, быстро-быстро все рассказать и закрыть эту тему, чтобы понравиться зрителям. Кажется, я сейчас вот этот ролик я снимаю для такого вдумчивого слушателя, можно даже сказать не зрителя, можно сказать просто, который слушает, слушателя больше, который занимается исследованием вот, истории народов. Для них это будет очень полезно, а для широкой публики это будет информативно, но, наверное, будет, с одной стороны, и скучно, но, с другой стороны, наука, она такая вещь, которая требует пристального и долгого внимания, чтобы в нее вникнуть и прочувствовать, и понять. Вот поэтому это не мультфильм, который там за 10-15 минут посмотреть, получить какое-то впечатление и на этом как бы расстаться. Вот. Так что наберитесь терпения и давайте
эту тему сейчас обсудим. Так. Кем были авары-покорители славян? Одним из первых степных народов, создавших империю в Европе, были авары. Мы уже говорили о свирепом народе уар, которые ворвались в Европу раннего Средневековья и создали свое кочевое царство на просторах венгерской пушты и степей Украины. Славяне стали для них рабами и пушечным мясом, которым они щедро распоряжались в многочисленных войнах. В то же время поспособствовав их ускоренному развитию, расселению и обретению воинских навыков. Но кем же были эти жестокие завоеватели по национальности? Восточные беглецы и обманщики. Авары пришли к византийцам с видом повелителей многочисленных народов и, как равный с равным, попросили об услуге дать им земли в пределах империи, в обмен на их охрану. Что они в состоянии это сделать, авары доказали еще до высокого визита. Сначала они пришли в Восточную Европу из заволжских степей, и все кочевники, не раз угрожавшие самому Константинополю, расступились перед ними и не посмели возразить. Затем, взяв в союзники аланов, вероятно родственных им, авары напали и разгромили булгарские племена, часть которых враждовала с Византией, а другая часть нанималась ими для защиты от первых. Племена степей отдали аварам лучшие земли и поспешили разойтись на север и восток. С таким послужным списком авары были вправе претендовать на согласие императора. Однако тот воздержался от выполнения всех условий, как опытный дипломат, но предложил аварам жить рядом с границами и охранять их за некоторую плату. Авары также не отказались сразу, однако быстро включили в свои ряды и побежденных булгар-врагов Византии, и других булгар-наемников Византии, а далее начали завоевывать славянские и германские племена Востока Европы. Из жалких всадников, прибывших в Европу, нищих и оборванных, народ авар скоро стал грозой даже для империи франков. Стоит удивиться их государственным навыкам, которые помогли им на пустом месте создать одно из сильнейших царств континента за десяток лет. Второе посольство авар в Византию спустя годы сначала долго ожидало аудиенции, затем право покинуть империю, а затем их повели самой дальней дорогой, где поджидали наемные убийцы. Каган авар Баян понял все и не стал делать заявлений или взывать к правосудию, он просто собрал всех своих вассалов в единый кулак, после чего огромная армия из славянской пехоты, небольших отрядов гепидов, конные орды булгар и авар отправились прямо на Константинополь. Византия получила вместо редких атак сравнительно небольшого числа булгар огромную армию под своими стенами, разнообразно вооруженную и, как показали первые столкновения, ведомую опытными полководцами. Терпя поражение, откупаясь, отбрасывая от стен врага, Византия отбивалась от атак аварского каганата. В то же время оставалось неясным, а кто собственно такие эти авары и откуда у них такая хватка в войне и дипломатии. Ведь в Европу пришли всего 20 тысяч всадников, почти без женщин, а за полвека они создали себе вторую по территории и военной мощи империю. Неплохо знающие восточные народы, вплоть до серов, производящих шелк, скорее всего это уйгуры, а не китайцы, византийцы, терялись в догадках, где скрывалось это племя ранее. Ответ поступил откуда не ждали. В Константинополь пришли посланники тюркского каганата, которые искали союзника на западе, а заодно разведывали ситуацию, чтобы позже вторгнуться в Крым. Посол Искиль-Кюль-Иркин сообщил императору удивительные вещи. Дескать, авары вовсе не авары, а рабы тюрок, которые после продолжительной войны и восстания вырвались из объятий губительной мести его царя и прибежали в Европу. Они взяли себе имя некогда прославленного народа, чем напугали и заставили отступить кочевников в степи, но был это обман. На самом деле, это жалкие беглецы, которых следует выдать тюркам, ибо те не остановятся, пока не найдут их, и горе всякому, приютившему беглецов. Царю Ромеев Каган, великий владыка 7 племен и повелитель 7 климатов вселенной.
разбив на голову вождя племени Абделов, я говорю о тех, которые называются эфталитами, и сделав Стефлес Кагана своим союзником, он поработил племя аваров. Пусть никто не думает, что я рассказываю, будучи мало осведомлен, и не считает, что речь идет о тех аварах, которые, как варвары, жили в Европе и в Панонии. Живущие по Истру варвары ложно присвоили себе наименование аваров. Откуда они родом, я пока еще не буду говорить. То есть авары в Европе – это осколок какого-то разгромленного тюрками племени, уцелевшие в горниле истребительной войны и жаждущие спасения. Поэтому их всего 20 тысяч, и они почти не имеют женщин. Поэтому они просят поселиться в пределах империи, на которую не посмеют напасть тюрки. Ибо в степи им негде укрыться. А победы над кочевниками обусловлены не только их военным мастерством, но и присвоением себе имени авар, которые когда-то в прошлом были победителями аланов и булгар. Их знают в степи как царей и владык над прочими. Когда император Юстиниан занимал царский престол, некоторая часть племен Иепыхуни бежала и поселилась в Европе. Назвав себя аварами, они дали своему вождю почетное имя Кагана. Почему они решили изменить свое наименование, мы расскажем, ничуть не отступая от истины. Барсельд, Унигуры Савиры и кроме них, другие гунские племена, увидав только часть людей Иепыхуни, бежавших в их места, прониклись страхом и решили, что к ним переселились авары. Поэтому они почтили этих беглецов блестящими дарами, рассчитывая тем самым обеспечить себе безопасность. Когда Иепыхуни увидали, сколь благоприятно складываются для них обстоятельства, они воспользовались ошибкой тех, которые послали к ним посольство, и сами стали называть себя аварами. Говорят, среди скифских племен племя аваров является наиболее деятельным и способным. Естественно, что и до нашего времени эти псевдоавары, так было бы правильно их назвать, присвоив себе первенствующее положение в племени, сохранили различные названия. Подивившись перипетиям судьбы авар, византийцы решили почтить тюрок ответными дарами. Но уже во время ответного визита к тюркам, византийцы получили крайне неприязненный прием по неясным причинам. Возможно, Каган Тюрок понял, что византийцы лукавы и коварны, а авары значительно усилились в Европе, и раздосадованно сообщил, засунув в рот пальцы рук, завидя послов. Не вы ли те самые римляне, употребляющие 10 языков и один обман? Как у меня во рту 10 пальцев, так и у вас, у римлян, множество языков. Одним вы обманываете меня, другим моих рабов-варханитов, так тюрки называли аваров. Ваш царь в надлежащее время получит наказание за то, что он со мной ведет речи дружеские, а с варханитами, рабами моими, бежавшими от господ своих, заключил договор. Но варханиты, как поданные тюрок, придут ко мне, когда я захочу. Зачем вы, римляне, отправляющихся в Византию посланников моих, ведете через Кавказ, уверяя меня, что нет другой дороги, по которой бы им ехать? Вы для того это делаете, чтобы я по трудности этой дороги отказался от нападения на римские области. Однако мне в точности известно, где река Данапр, куда впадает Истр, где течет Эвр, и какими путями мои рабы-варханиты прошли в Римскую империю. Какие же есть версии истинного происхождения авар? Они – тюрки, близкие к агурам. Эта версия верна скорее для поздней версии аварского племени, когда в его состав вошли многочисленные тюркские племена. Но в ее пользу говорит явное соседство тюрок и авар, языковые параллели и география действий. Но антропология не видит в аварах типичных тюркских черт, а византийцы, близко знавшие авар, ничуть не удивляются их обычаям, внешнему виду и устройству двора Кагана. В то время как позже, при завоевании тюрками Крыма, их будет крайне шокировать это при дворе тюркских правителей. Они – монголоязычный этнос, упоминаемый в китайских хрониках как Синьби или Жужане. Аргументы. Титул Каган был в ходу у Жужанской Орды, в славянских языках есть раннее заимствование из монгольского телега, харуквь. Но снова антропология и описание внешности авар выступают против. Явные монголоиды вызвали бы удивление в Европе,
как было с куда менее монголоидными гуннами, однако никаких признаков этого не наблюдается. Авар в Европе считают за своих, говорят о них как о красивом народе, что совсем не похоже на описание тех же гуннов. Что касается жужжания, то китайцы описывают их как скорее европеоидов, кочевников из страны мастеров колесниц, что на западе от Алтая, которые богатеют на шелковом пути. Восточные хроники знают о длительной борьбе народа Жуан-Жуан с тюрками, о том, что они потерпели поражение в 552 году в Таримском бассейне. Оттуда часть орды жужжаней пропала из зоны видимости тюрок, и им было от чего бежать. В 555 году 3000 жужжанских мужчин были связанными, положены у восточных ворот Чинани, где тюрки отрубили им всем головы. Спасшиеся бегством жужжане направились на юг, в Персию, а персы уже отправили их на Кавказ покорять восстание гунского племени савиров. Казалось бы, вот они, авары, появившиеся сначала действительно на Кавказе. Но хроники появления авар в Европе пишут о 463 году, как о первом столкновении авар и савиров на Кавказе на почти 100 лет раньше. Они – ираноязычные племена, близкие к эфталитам. Сейчас это одна из основных гипотез. Авары – потомки обширного скифского мира, которые вобрали культурные и этнические черты тюрок, но в целом оставалось иранцами. Белые гунны, эфталиты, построившие свое царство в нынешнем Афганистане, могут быть прямыми родичами авар. Через их царство авары и прошли на Кавказ и в Европу, спасаясь от тюркских ОРД. Есть еще теория Льва Гумилева о связи авар и джунгарских абаров, прямыми потомками которых сейчас являются каракалпаки, но ее мы рассматривать не станем ввиду явной слабой историчности, что довольно характерно для его работ. К сожалению, информации об авар крайне мало. А причины тому просты. Несмотря на безнадежную ситуацию, после разгрома франками и мятежа булгар, авары в подавляющем своем большинстве не пожелали ни признать своего поражения, ни откочевать в безопасное место, но, напротив, яростно сопротивлялись. В результате их потери оказались столь катастрофическими, что они никогда больше не смогли от них оправиться. Почти вся аварская знать погибла, и ни один из существующих ныне народов не может быть потомком авар. Что скажет антропология? В начале 20 века найденные аварские черепа были однозначно признаны монголоидными. Это прекрасно укладывалось в тогдашнее представление о завоевателях с Востока. Их непременно огромная конная орда – это выраженные монголоиды и примитивные варвары. Такими рисовались гуны, авары и татаро-монголы. Во время мировых войн стороны нередко наделяли друг друга этими чертами, не считаясь с фактической стороной, так англичане представляли кровожадными гунами немцев, немцы славян, а славяне припоминали Чудское озеро и Грюнвальд, рисуя немцев эдакими европеизированными монголами. Но жизнь всегда разнообразнее и сложнее. Малоинтересная тема авар быстро догматизировала считать их монголоидами, и это описание всех устроило. Однако венгерский археолог Тибор Тот нашел существенные недостатки в этой теории. Оказалось, что мнение о монголоидности в начале 20 века строилось лишь на основании большой ширины головы и лица. На том этапе развития антропологии это были монголоидными признаками. Лишь после обнаружения андроновской и афанасьевской культур бронзового века Сибири, где жили крупные и массивные европеоиды с широкими головами и лицами, наука приняла существование вполне европеоидного широкоголового типа. И черепа аваров оказались до степени смешения похожими на черепа андроновцев. Это явные родственники и явные европеоиды. Надо сказать, что порядка 7% черепов авар имели монголоидные черты, причем это были останки людей высокого статуса. Вероятно, это дети межплеменных династических браков, а также наложницы и жены кагана. Их тип тунгидный, наиболее близкий к современному типу бурят и западных монголов. Венгерский антрополог Тибор Тот, специально исследовавший удельный вес монголоидных элементов,
В антропологическом строении населения аварского каганата по краниологическим материалам могильников с территории Венгрии устанавливает крайнюю неравномерность его распределения в отдельных памятниках. Монголоидные элементы зафиксированы им в 23 могильниках, удельный вес которых колеблется от 2 до 100%, составляя в среднем 7%. Поразительно разнообразие их типов. Буквально вся Европа и часть Азии. Здесь и жгучие брюнеты средиземноморского типа, вероятно захваченные из Ирана, и широкоголовые восточные балтиды, возможно дети от браков со славянками. И почти чистые монголоиды северного типа, и грацильные блондины, выглядящие как типичные германцы или алтайские скифы. В основной массе же авары – типичные европеоиды, связываемые с андроновским типом, рослые, крупноголовые, светло-пигментированные. Теперь вспомним о том, как описывает авар повесть временных лет. Были обры телом велики, а умом горды, и истребил их Бог, перемерли все, не осталось ни единого обрина, и есть поговорка на Руси до сего дня – «Погибоша аки обри». Приветствую подписчиков и гостей канала. Предлагаю вашему вниманию обзор на новое исследование, посвященное аварам, которые также известны как варханиты и псевдоавары. А если конкретнее, то работа посвящена генетическому анализу представителей элиты аварского каганата. Сразу отмечу, что именно в этот период происходило великое переселение народов и, в частности, развитие славянской государственности. Однако, хоть целью исследования являются конкретные вопросы, связанные с аварской элитой, и тема славян в работе не поднимается, просто стоит учитывать, что славяне и авары взаимно влияли друг на друга в столь важный исторический период на этой территории. Но основные вопросы исследования касались происхождения и состава правящей группы аварского каганата, а именно, был ли состав элиты однородным или смешанным, можно ли определить, из какого региона они прибыли, были ли материнские и отцовские линии сходного происхождения, и играло ли роль биологическое родство в организации правящего слоя элит. Но начнем по порядку. Общие сведения. Карпатский бассейн обычно рассматривается как самая западная точка Евразийской степи, а его история часто находилась под влиянием кочевых народов восточного происхождения. После 568 года нашей эры авары поселились в Карпатском бассейне, основав свое государство, которое было мощным игроком на геополитической арене Центральной и Восточной Европы в течение четверти тысячелетия. Но каково их происхождение? История аваров известна из внешних, преимущественно византийских письменных источников дипломатического и исторического характера. В качестве примера можно привести описание Феофилакта Симакатты, византийской дипломатической миссии в 569-570 годах нашей эры, посетившей тюркский каганат в Центральной Азии и утверждавшей, что их правитель жаловался на бегство своих подданных аваров. По его утверждению, авары были тюркскими подданными, бежавшими от его воли, и что они неправедно присвоили себе титул Каган и имя авары, так как эти беглецы не были настоящими аварами в представлении тюркского кагана. Поскольку предшественником тюркского каганата был Жужанский каганат, на территории современной Монголии и Северного Китая, идея о жужанском происхождении аваров появилась еще в XVIII веке. Конкурирующая гипотеза основана на том же источнике, упоминающем альтернативное название мигрирующей группы как варханиты, что связывает их с эфталитами гунского происхождения из Центральной Азии. Однако современные исторические исследования рассматривают их не как однородные этнические группы, а скорее как образования, связанные общими политическими и экономическими целями. Было предложено несколько исследовательских подходов, указывающих на различные регионы в качестве их прародины. Например, Центральная Азия или регион, включающий Манчжурию на востоке, Монголию и некоторые северные провинции Китая в центре, а также Синьцзянь-Минусинский бассейн и Северный Алтай на западе. Далее этот регион будет упоминаться как Восточно-Центральная Азия. Лингвистические данные об аварах ограничиваются лишь горсткой личных имен и титулов,
Каган, Баян и другие, преимущественно из Восточной и Центральной Азии, известных по тем же византийским письменным источникам. Имеющиеся данные недостаточны для определения принадлежности аварского языка. Однако скудные остатки свидетельствуют о существовании протомонгольского, прототюркского или других языков, включая тунгусо-маньчжурские, кавказские, иранские и венгерские языки. Вместе с аварами в археологическом наследии Карпатского бассейна появились новые элементы, которые имели общие черты с евразийскими кочевыми культурами. Эти явления еще больше подчеркиваются в богатых погребениях элит аварского периода. Эта группа могил VII века, оснащенных богатым погребальным инвентарем, и стала предметом исследования. Погребальный инвентарь в междуречье Дунай-Тиса состоит из ценных и престижных артефактов, таких как позолоченные и посеребряные кольцевые мечи, золотые пояса с псевдопряжками и некоторые элементы посуды из драгоценных металлов. Захоронения могли быть связаны с лидерами раннего аварского государства и военной свитой Кагана, группа Кунбабони-Боча. А материальная культура аварского периода показывает, что эта правящая элита оставалась частью общества Евразийской степи даже спустя поколения после заселения Карпатского бассейна. Одно из захоронений 50-60-летнего мужчины в Кунбабони содержало более 2 килограммов золота. Оно часто упоминается как захоронение Кагана. Но для такого описания нет археологических доказательств. Ведь в могиле нет каганских знаков отличия и дипломатических подарков. Хотя захороненный, вероятно, действительно был видным членом общества. Артефакты, найденные в этих погребениях, указывают как на восточные степные, так и на средиземноморские византийские культурные традиции, предполагая, что группа имела далеко идущие связи и включала элементы различного происхождения. А золотой лист в форме полумесяца из погребения Кунбабони имеет прямые аналоги с жужанскими погребениями V-VI веков из Монголии и империи Северная Вэй, или Тоба-Вэй на севере Китая, где эти артефакты использовались в качестве нагрудных знаков отличия, основываясь на их документальном положении в погребениях. Характерное статусное холодное оружие, покрытое золотыми и серебряными листами, было найдено в ранних аварских погребениях элит и, вероятно, использовалось как символ престижа. Эти кольцевые мечи имеют аналоги из Алтайского края, но их распространение достигало Китая, Кореи и Японии. А их изображения также можно найти на фресках старого Самарканда, как у Афросиаба. Сильная восточно-центральноазиатская связь в материальной культуре раннего аварского периода присутствует и на уровне простого народа. Технологический прорыв, связанный с железным стременем, которое уже было известно в Азии, в Европе отмечен одновременно с приходом аваров. Его значение было также подчеркнуто кавалерийской реформой византийской армии. Однако в то время в Европу проникли не только отдельные типы артефактов, но и распространились некоторые характерные способы их отложения. В этот период в неглубоких ямах Карпатской котловины были захоронены жертвенные комплексы, так называемые тайники, состоящие из оружия и конской упряжи. Приток населения из Евразийской степи в Карпатский бассейн наблюдался неоднократно, но он генетически еще недостаточно изучен. Самыми ранними были представители, генетически связанные с ямной культурно-исторической общностью в третьем тысячелетии до нашей эры. Далее были скифы, сарматы и гунны. Немногие проанализированные скифские образцы из Венгрии имели относительно увеличенную европейскую родословную и не имели признаков потока генов из групп Восточной и Центральной Азии, а сарматы и гунны из Венгрии еще меньше изучены. Помимо притока людей в Карпатский бассейн с востока, также наблюдалось перемещение населения с севера, например, сообщество периода лангобардов, которое непосредственно предшествовало аварам на территории современной Западной Венгрии, продемонстрировавшее в недавних исследованиях центрально- и североевропейское геномное происхождение.
Также в VII веке авары завоевали северную территорию, населенную славянами, которые были дополнительно завербованы в аварскую армию и получили заказ на поставку продовольствия. В течение около 250 лет господства в этом смешанном регионе можно было заметить значительное влияние аварской культуры, особенно в погребальных обрядах, и ассимиляцию с коренным населением. Антропологическая характеристика населения Карпатского бассейна аварского периода. Аварский период хорошо представлен и исследован с точки зрения физической антропологии. Были раскопаны и изучены десятки тысяч захоронений VI-IX веков. Основной интерес вызывали азиатские морфологические типы черепа и элементы краниометрии, которые впервые появляются в Карпатском бассейне в большом количестве и разнообразии. Аварское население антропологически неоднородно и в основном характеризуется европеоидным типом с брахиоцефальными и долихоцефальными вариациями. Однако важной частью этой неоднородности являются также азиатские или так называемые монголоидные типы, которые по более ранним данным 1983 года не превышали 15-20% от населения аварского каганата, хотя в некоторых регионах могли достигать 50%. А морфологические признаки, характерные для монголоидов, иногда проявлялись и у других типов. Черепа, связанные с азиатскими популяциями, встречаются почти на каждом кладбище раннего аварского периода, хотя появление этих типов можно интерпретировать как приток новых, возможно, восточно-центральноазиатских групп населения. Но их присутствие в среднем и позднем аварском периодах все еще интенсивно обсуждается. Чтобы было понятно тем, кто не слушал мой предыдущий ролик про аргынов, аргыны там, посмотрите, есть у меня такой ролик. Я вот коротко объясню. Аргыны – это потомки двух людей, два предка аргынов. Ар и Кун их звали, имена такие. Эти люди – это дети своего деда Жана. Жан был сыном Арыса. Вот это по родословию, по шежире, вот у нас казахская шежире есть, ата шежире, вот там есть у нас такая информация. Вот потомки вот этих Ара и Куна назвались в истории потом Аркунами. Постепенно исказилось на Аргуны, Аргыны. Вот сейчас казахские Аргыны – это и есть Аркуны, потомки вот этих двух людей. Вот по отдельности у Куна свои потомки назвались хуннами в китайских хрониках, хуны, а также вот гуны вот европейские. Вот это все куны. Потомки Ара отдельно, как говорится, тоже некоторая часть распространилась, они больше на территорию Ирана, Персии ушли, и там их назвали как по Ару, ариями потом прозвали, так скажем, их. Вот. В истории они то вместе жили, то по отдельности распространялись, в общем, по-разному, поэтому их названия то аргыны, то аргуны, то гуны, то хуны, то арии, вот так. Значит, этот народ частями и по отдельности, и вместе, в общем, вот так они назвались. Это я коротко, так скажем, объясняю то, что было в предыдущем ролике. И вот сейчас мы обсуждаем потомков вот этого Ара. У Ара было 3 сына: Ау, Су, Каз. Вот по потомки вот этих 3 сыновей тоже, так сказать, остались в истории и оставили после себя целые роды, народы, которые превратились в народы. Вот Ау и название, вот как их вместе произносили, Ау-Ар, то есть Ау из рода Ар, допустим, Ауары. Вот отсюда и дальше авары получились.
Вот потомки Су тоже, Сувары назвали в истории. Сувары — это вот нынешние чуваши, они вот древние Сувары, название у них Сувары. Вот Суары. А потомки Каз тоже Каз-ары назывались. Это и есть вот эти хазары, так называемый хазарский каганат. Вот это и есть потомки Каз-ар. Это тоже все аргыны, так скажем, аркуны. Ары и куны. Вот дальше вы там услышите, что их вместе тоже называют их потомками Уар и Гуни. Вот у европейских авторов остались такие сведения. Вот это Уар, это и есть Ар, Гуни — это куны, вот эти гуны, хуны. Вот я вкратце вас в курс дела ввожу. Поэтому мы сейчас будем говорить про аваров. Вот это крыло, значит, крыло аргынов. Ну, вот для казахских слушателей это более понятно будет. Это, значит, часть аргынов. Это вот эти авары. Вот сейчас будет речь о них идти. В этом ролике я хотел бы примерно сделать так, как это совершить экскурс, как в историю, как будто на машине времени представить себе. Ну, представьте, что вы имеете машину времени и перенеслись в примерно 6 века нашей эры. Так мысленно представьте. Вот сейчас 21 век, 2000-е годы, да, а 6 век — это примерно 1400 лет назад. 14 веков назад открутить, значит, эту историю, да, счетчик времени на 14 веков назад и посмотреть, что в то время происходило вот у нас, так скажем, в мире, конкретно вот регион Казахстана нынешнего, регион вот Турции нынешний, вот Константинополь, Стамбул, Дунай, Северное Причерноморье — это Украина, вот это Южная Россия, вот сейчас. Также тут, да, коснется Ирана, Персии, вот этот регион, даже частично там север Афганистана, да, север Индии. Вот эти места, что происходило 14 веков назад. Вот давайте сейчас мы сделаем такую экскурсию историческую. Вот, послушайте, мне тут в комментариях один из слушателей прислал информацию про авар. Я сейчас вам зачитаю. Он тоже сослался на определенные научные труды исследователей. И вот касаемо этой темы, вот что там написано, я сейчас вам зачитаю отрывками. Когда император Юстиниан занимал царский престол, некоторая часть племени Уар и Хунни бежала и поселилась в Европе. Назвав себя аварами, они дали своему вождю почетное имя Кагана. Почему они решили изменить свое наименование, мы расскажем, ничуть не отступая от истины. Барселт, Унугуры, Сабиры и кроме них другие гунские племена, увидав только часть людей Уар и Хуни, бежавших в их места, прониклись страхом и решили, что к ним переселились авары. Поэтому они почтили этих беглецов блестящими дарами, рассчитывая тем самым обеспечить себе безопасность. Когда Уар и Хуни увидали
сколь благоприятно складываются для них обстоятельства, они воспользовались ошибкой тех, которые прислали к ним посольство, и сами стали называть себя аварами. Говорят, среди скифских народов племя аваров является наиболее деятельным и способным. Естественно, что и до нашего времени эти псевдоавары, так было бы правильно их назвать, присвоив себе первенствующее положение в племени, сохранили различные названия. Одни из них по старинной привычке называются уар, а другие именуются хунни. Слышите, да? Одни называются уар, а другие хунни. То есть ар и куны, когда по отдельности называются. В европейских источниках упоминается, что часть авар говорила на иранском наречии эфталитов, а часть говорила на агурском языке гунского родоплемени дит. Агурский язык. Обращайте внимание на вот эти термины, которые употребляются. Византийский летописец VII века Феофилакт Симакатта сообщает, что авары – это были племена уар и хунни, присвоившие себе внушавшее ужас имя могущественного народа аваров. Так, далее вот отрывками я вам сейчас зачитываю из этой статьи. Этой же точки зрения традиционно придерживается монгольская историография, согласно которой европеоидные антропологические черты подавляющего большинства аваров, оказавшихся в Европе, легко объяснимы, если учесть наличие в Средневековье среди самих монголов так называемых нирунских родов, отличавшихся ярко выраженными признаками европеоидной расы. Отсюда и широко популярное в современной Монголии обозначение жужжаний и аваров термином нирун авархут, то есть нирун-авары. В Монгольской империи, созданной Чингисханом, вы понимаете, да, что за Монгольская империя, нируны считались привилегированной прослойкой. Сам Чингисхан также являлся нируном, как они считают, якобы призванной верховным небом повелевать всем миром. Одно из родоплеменных подразделений монголов, проживающие на территории Китая, у реки Тельгир, Морин-Хошун, до сих пор известно под именем Уар-Гуни. Понимаете, да? Уар-Гуни, Аргуны, Аркуны, это созвучные такие вещи. Понимаете, да, о ком идет речь? Китайские летописи упоминают о племени Вар, которое перекочевало из Таримского бассейна в Афганистан. Это племя представляло собой ветвь Юэджи. Походу вам напомню, что Юэджи китайцы в летописях называли это Улужуза. Казахов Улужуза. Уйсунов назвали Юэджи. Это я вам в одном из роликов там про Эль-Сауби, когда рассказывал, я вам это показал прямо конкретно, сравнивая тексты, как китайцы пишут, и что наш Казбек Бек Тавасаралы пишет. И там было ясно, что Юэджи – это Улужуз казахи. После поражения войскам Северной Вэй в 463 году они появились в окрестности Черного моря. Они называли себя Вары и Гунны, причисляя ко всадникам белым гуннам. Позже появились также авары, как ветвь эфталитов, которые переместились к Аральскому морю. Предположительно, авары сформировались как союз племен или смешанный народ кочевников в степях Центральной Азии, а потом Европы. Так, вот этот отрывок. Далее. Так,
следующий отрывок. Феофилакт повествует «De origin gentis avarorum» следующим образом. Живущие по Истру варвары, Истру это Дунай, ложно присвоили себе наименование аваров. Откуда они родом, я пока еще не буду говорить. Логический разрыв повествования может свидетельствовать в пользу лакуны в тюркском оригинале письма. После того, как авары были побеждены, я опять возвращаюсь к своему рассказу, одни из них бежали и нашли убежище у тех, которые занимают Тавгаст, по мнению Пигулевской, Табгач. Табгаш, это китайцы называют Тавгаш, известный город от тех, кого называют тюрками. Он находится на расстоянии 1500 миль и сам расположен по соседству с Индией. Те варвары, которые живут около Тавгаста, являются племенем очень сильным и многочисленным, а по своей величине не могут быть сравнимы ни с одним из других народов, обитающих по всей Вселенной, говорит. Это вот, видите, византийцы вот так дают оценку нашим народам. Другие из аваров, истинных, вследствие поражения, низведенные до более унизительного положения, остались жить у так называемых мукри. Тут непонятно, что за мукри имеется в виду, потом можно будет поискать. Это племя является самым близким к жителям Тавгаста, к Табгачам. Тавгашам самое близкое, говорит. Оно очень сильно в боевых столкновениях, как вследствие ежедневных упражнений, так и вследствие твердости их духа в опасностях. Совершил Каган и другое предприятие и подчинил себе людей племени Отер. Это одно из самых сильных племен в силу своей многочисленности и благодаря военным упражнениям в полном вооружении. Они живут на востоке, там, где течет река Тип, по мнению Пигулевской, Тарим. А я считаю, что это имеется в виду Иртыш, Тип. Иртыс, наверное. Которую тюрки обыкновенно называют черной, потому что мы называем Кара-Иртыс, есть же Кара-Иртыс, черный Иртыш. Это вот в Восточном Казахстане, Алтайская река. Так, нынешний Усть-Каменогорск там рядом. Далее, древнейшими вождями этого племени были Уар и Хуни. Поэтому и некоторые из этих племен получили название Уар и Хуни. Вот видите, даже византийцы в то время, да, 6 век примерно, они были, вот сейчас мы, получается, понимаем, что они были осведомлены, как-то спрашивали, там интересовались, свои разведчики или там послов своих выясняли вот эти тонкости, что их древнейшие вожди были Уар и Хуни, видишь, отдельно называют. То есть мы вот сейчас то, что мы говорим, что мы выяснили, что аргыны, потомки древних предков Ар и Кун, вот это еще одно подтверждение вот этих византийцев получается. То есть в то время наши люди еще не забыли, что они потомки вот этих древних вождей, говорит. Уар и Хунь, Ар и Куна, Ар и Кунова. Поэтому некоторые из этих племен получили название Уар-Хуни. Видите, некоторые племен. Когда император Юстиниан занимал царский престол, некоторая часть племен Уар и Хуни бежала и поселилась в Европе. Назвав себя аварами, они дали своему вождю почетное имя Кагана. Племя Уар представляло собой угорскую группировку, говорит, угорскую. Насчет вот этого угоров я потом, пока не буду, ну, потом свое мнение скажу, предположение, что имеется в виду. Скорее всего, воспринявшую в период своего кочевания по уральским и волжским степям протобулгарский агурский язык, говорит. То есть Булгария древняя
она была между Уралом и Волгой в этих степях расположена. Вот. И вот здесь они, видите, предполагают, что там в этом месте жили так называемые агуры, или угоры, они вот так пишут. Вот. Дальше вот это мы за этот момент учтем для себя, дальше для исследований. В то же время, пишет дальше, хунни в действительности могли быть хионитами, воинственным ираноязычным племенем, близким к юэджам и эфталитам, упомянутым в IV веке Аммианом Марцеллином. Ладно, дальше неинтересно, вот эти моменты мы сейчас специально заакцентировали, да, внимание? Вот, юэджам, я сказал, это Улужузе, казахи Улужузе. Эфталиты, еще вопрос непонятный еще. Что за, кого назвали раньше эфталитами? Теперь обратимся к статьям исследователей, которые изучали историю аварского каганата. Вот сейчас я с одной из этой научной статей буду вам зачитывать информацию. Будет долго, нудно, но такова уж это, так скажем, деятельность, исследовательская деятельность, что приходится кучу материала перерабатывать, перелопачивать. Но вот это я сейчас еще отборные, так скажем, эти статьи подобрал, чтобы наиболее близко к теме нашей было отношение. Я хотел его, так скажем, на компьютере, чтобы зачитал этот длинная статья, самому как бы лень было это все читать, но я сначала так думал, а сейчас я думаю, лучше я вживую сейчас сам почитаю, и тут, так скажем, с определенными своими замечаниями буду произносить. Наверное, так будет полезней. Так вот статья вот эта, я ссылку на эту статью внизу видео потом прикреплю. Вы, если захотите, можете туда обратиться и там сверить то, что я вам сейчас буду говорить. Придумал я или не придумал, сами будете оценивать. Вот такая статья, значит, здесь она, вот этот момент называется так: «Славянские вторжения на Балканы». Это уже окончание той статьи, там еще есть предыдущие, там, ну, меня вот это больше сейчас интересует. Образование аварского каганата. Вот подразделение. Вот здесь пишут так. Успехи византийцев на Балканах носили временный характер. Во второй половине VI века баланс сил в Подунавии и Северном Причерноморье был нарушен приходом новых завоевателей. Центральная Азия, словно необъятная утроба, продолжала исторгать из себя кочевые орды. На сей раз это были авары. Их предводитель Баян принял титул Кагана. Вот Баян Каган, изображение его. Кто-то вот так его изобразил в истории. Вот, аварский Каган, вот, который создал этот аварский каганат. Ну, арганы. Вот смотрите, ваш предок какой был. Его прозвали даже аварским македонским. Там европейские, там некоторые историки. Судя по тому, как он там много народов покорил за свою бурную деятельность. Вот этот Баян Батыр получил такое прозвище, можно сказать, как македонский. Ну, казахи. Знакомое имя, да, Баян? Чисто казахское имя Баян. Вот. Так, далее, вот этот момент и отметили, принял титул Кагана. Первое время под его началом было не более 20 тысяч всадников. Но затем аварская орда пополнилась воинами из покоренных народов,
Авары были превосходные наездники, и именно им европейская кавалерия обязана важным нововведением железными стременами. Приобретя благодаря им большую устойчивость в седле, аварские всадники стали использовать тяжелые копья и сабли, пока еще слабо изогнутые, более подходящие для рукопашного конного боя. Эти усовершенствования придали аварской коннице значительную силу удара и устойчивость к ближнему бою. На первых порах закрепиться в Северном Причерноморье, опираясь только на собственные силы, представлялось аварам затруднительным. Поэтому в 558 году они направили посольство в Константинополь. Вот, смотрите, обращаю внимание, 558 год, середина VI века. Они направили посольство в Константинополь с предложением дружбы и союза. Это нынешний Стамбул. Вы так представляете себе географию. Константинополь, нынешний Стамбул. Столица Византии была в этом месте раньше. Жителей столицы особенно поразили волнистые, заплетенные в косы волосы аварских послов. И константинопольские щеголи немедленно ввели в моду эту прическу под названием гунской. Ну, это такой, сейчас это литературный такой вставка, так скажем, это уже, который писал статью, там немедленно в моду привели или так. Это. Ну, в общем, со временем она как бы им, видать, тоже понравилась, стали, видать, они тоже употреблять это, такую прическу. Посланцы Кагана стращали императора своей силой. К тебе приходит самый великий и сильный из народов. Племя аварское неодолимо, оно способно отразить и истребить противников, и поэтому тебе полезно будет принять аваров в союзники и приобрести себе в них отличных защитников. Ну, аргыны, вот так раньше ваши предки вот так стращали римского императора. Вот вам слова их приводят историки. Ну, мы же понимаем, что авары – это аргыны, потомки аргынов. Так, Византия предполагала использовать аваров для борьбы с другими варварами. Вот видите, у них свои были планы. Императорские дипломаты рассуждали так: победят ли авары или будут побеждены, и в том и в другом случае выгода будет на стороне римлян. Между империей и Каганом был заключен союз на условиях предоставления аварам земель для поселения и выплаты им некоторой денежной суммы из императорской казны. Но Баян отнюдь не собирался быть послушным орудием в руках императора. Он рвался в Паннонские степи, столь привлекательные для кочевников. Паннонские степи – это вдоль Дуная, вот эти низины. Вот эти места, видать, для наших кочевников были привлекательны, потому что мы же занимались, лошадей разводили, скот разводили. Это самые хорошие такие места для скотоводства. Вот поэтому вдоль Дуная были привлекательны, говорит. Однако путь туда прикрывал заслон из антских племен. Вот, внимание обращаю. Заслон из антских племен, предусмотрительно выставленный византийской дипломатией. Анты, видите, вот здесь анты, племена были анты. Вдоль вот этого Дуная были расселены тоже анты. Вот я сейчас вам здесь, наверное, да, еще раз напомню о Таш-Шежре. Вот там, значит, потомки Нау, то есть Нау и Ман – это предки найманов нынешних. Так же, как и вот Ар и Кун – это предки аргынов. У найманов тоже вот предки, два было предка. Нау по имени Нау и Ман – это два разных человека, два брата. Вот их потомков также назвали найманами. Вот у этого Нау был, значит, сын Анды.
там дальше Санбай, по-моему, сейчас я на память не помню, но сейчас я картинку вам приведу. Вот это Анды, потомки андов, это и есть вот эти анты. Я вам говорю, то есть вам никто там другой такие вещи не скажет, что за анты там. Вот, я вам говорю, что вот эти анды, это и есть вот эти потомки Нау. Вот. Понимаете, да? Вот. Позже они начали называться вот найманами, потомки Нау и Ман. Дальше в истории это вот найманами они в нашей стороне начали называться, потому что они вместе в основном всегда жили, значит, в одном регионе, в одном государстве, так скажем, Брильде. Вот, поэтому потом они найманами у нас стали называться. А там в то время они по отдельности как бы потомки Нау были, допустим. Вот. И вот эти анты назвались мы анды. То есть анды, правильно. То есть их спрашивали, вы кто? Мы анды говорили, понимаете? Они не говорили, что мы найманы. Вот. Ну, по идее, они могли бы и Нау говорить, ну, не знаю, это, может быть, им было так, как ближе, что по близкому предку иногда называют. Вот. Вы как по фамилии себя, допустим, по своему деду называете примерно, вот, и когда вас спрашивают, кто, вы свою фамилию называете. Вот это примерно так же. То есть вы ближайшего деда, получается, называете, хотя вы знаете, что вы, например, своего рода там Аргына или там Наймана или там Кирей или Кыпшаки. Вот. Вот. Но вы называете фамилию ближнего своего деда. Вот они в то время назвали Анды. Вот это и есть анты. Так, видите, вот эти замечания я сейчас по ходу говорю. Свои замечания. Так. Далее. По статье. И вот, усилив свою орду булгарскими племенами кутригуров и утигуров. Вот это, видите, они написали какие-то названия, кутригуры и утигуры. Вот с этим надо будет потом поработать, вот, исследователям, что за племена это. Булгарские, говорят, племена. Вот дальше, ранее мы рассказали, что Булгария это вот между Идилем и Жаиком, то есть Волгой и Жаиком Булгария была древняя расположена. Вот в этих местах как раз вот эти агуры жили. Мы же до этого там отмечали этот момент. Вот и какие-то из них вот племена, роды, относящиеся к этим агурам. Вот видите, вот здесь кутригуры называются и утигуры. Далее вот читаем. И вот, усилив свою орду булгарскими племенами кутригуров и утигуров, авары напали на антов, то есть на андов напали. Военное счастье было на стороне Кагана. Анты вынуждены были вступить в переговоры с Баяном. Так, вот здесь момент такой, я сейчас по ходу замечания свое сделал. Вот булгарские племена, они говорят, булгарские. Я вам наперед скажу, что вот Булгария, да, она, это, так скажем, государство или образование, так скажем, это народ, да, который является потомками вот этих двух предков, Бол и Ар. Я вам наперед скажу. Вот в этой Аташей жре, там, видите же, да, у Арыса был сын Бол. Вот Бол, и вот у Жана был сын Ар, вот эти Аргыны. Вот Бол и Ар, вот ихние потомки, значит, создали, то есть это есть вот это племена вот их потомков, которые потом образовали вот эту Булгарию. То есть она так называлась Бул-Ар. Бул-Ар. Ну, так же, как и Хунгария, Кун-Ар, это венгры. Вот Булгария, это вот Бул-Ары. Это я вам наперед просто скажу. Так, далее читаем. Военное счастье было на стороне Кагана. Анты вынуждены были вступить в переговоры с Баяном.
Посольство возглавил некий Мезомер, говорят, какой-то Межемир или Мезомер, ну это вот византийцы так написали. Очевидно, влиятельный андский вождь, влиятельный андский вождь. Анты хотели договориться о выкупе своих сородичей, захваченных аварами в плен. Но Мезомер предстал перед Каганом отнюдь не в роли просителя. По словам византийского историка Минандра, он вел себя высокомерно и даже нагло. Минандр объясняет причину такого поведения андского посла тем, что он был пустослов и хвостун. Но, вероятно, дело было не только в свойствах характера Мезомера. Скорее всего, анты не были побеждены окончательно, и Мезомер стремился, чтобы авары почувствовали их силу. За свою гордость он поплатился жизнью. Один знатный булгарин, по-видимому, хорошо осведомленный о высоком положении Мезомера среди антов, предложил Кагану убить его с тем, чтобы затем безбоязненно напасть на вражескую землю. Баян последовал этому совету, и действительно смерть Мезомера дезорганизовала сопротивление антов. Авары, говорит Минандр, пуще прежнего стали разорять землю антов, не переставая грабить ее и порабощать жителей. Император посмотрел на разбой, чинимый аварами над его союзниками, антами, сквозь пальцы. Один тюркский вождь как раз в это время обвинял двуличную политику византийцев. Вот обратите внимание на вот эту фразу. Один тюркский вождь, говорит, в это время обвинял двуличную политику византийцев. Они, видите, не конкретизируют, какой тюркский вождь. И в это время, что происходило дальше, они здесь не упоминают. Потом я вам расскажу, что было параллельно в это время. Сейчас вот этот момент все сначала обозначим, пройдем, а потом дальше я вот на это еще обращу внимание. По отношению к двуличную политику византийцев по отношению к варварским народам в следующих выражениях. Лаская все народы и обольщая их искусством речей и коварством души, вы пренебрегаете ими, когда они ввергнутся в беду головой, а пользу от того получаете сами. Так было и на этот раз. Смирившись с тем, что авары проникли в Паннонию, Юстиниан натравил их на врагов Византии в этом регионе. Паннония, я вам говорил, что это вдоль Дуная местность. В 560-х годах авары истребили племя гипидов, опустошили соседние области франков, вытолкнули лангобардов в Италию и таким образом сделались хозяевами Дунайских степей. Вот это гипиды, лангобарды, это, наверное, какие-то римские там племена, латинские, скорее всего. Латиняне, наверное. Вот. Ну, франки, вы сами понимаете, что это французы, предки французов. Вот. И вот понимаете, что аргыны в то время, короче говоря, всех там потеснили и стали хозяевами Дунайских степей. Далее. Для лучшего контроля над покоренными землями победители создали в разных частях Паннонии несколько укрепленных лагерей. Политическим и религиозным центром аварской державы был Хринг, обнесенная кольцом укреплений резиденция Кагана, находившаяся где-то в северо-западной части междуречья Дуная и Тисы. Здесь же хранились сокровища, золото и драгоценности, захваченные у соседних народов
или полученные в дар от византийских императоров. Это, сейчас, если память мне не изменяет, это Дунай-Тис, это примерно где сейчас нынешняя Венгрия находится, по-моему, на ее территориях. Так. Здесь же хранились сокровища, золото и драгоценности, захваченные у соседних народов или полученные в дар от византийских императоров. Ну, полученные в дар — это и есть вот это дань от византийских императоров. Дань от Римской империи брали аргыны, авары. За время аварского господства в Среднем Подунавье приблизительно до 626 года Византия выплатила каганам около 25 тысяч килограммов золота. 25 тонн золота наши предки получили дани от Римской империи. Большую часть монет авары, не знавшие денежного обращения, переплавили в украшения и сосуды. Ну, правильно, зачем эти монеты, когда лучше там красивые изделия из них сделать. Так, далее. Славянские племена, жившие в Подунавье, попали под власть кагана, говорят. В основном это были анты, но также и значительная часть склавенов. Вот обращайте внимание, да, вот здесь этими славянами называют антов. В основном были это анты. Ну, мы это понимаем, что анты это есть анды, то есть потомки найманов, так скажем, наших найманов, древние потомки анды. То есть их считается, что они были славянами. Вот, понимаете, да? Сейчас я вот здесь, вот этот момент, еще, наверное, такое отступление сделаю. В то время, понимаете, для этих греков и римлян все мы были скифами. Вот все, которые с Азии пришли туда, в Восточную Европу, до них добрались, для них все мы были скифами, варварами. То есть они, так скажем, обобщая нас, то есть они нас не различали, там, какие мы азиатские там, или европейские. Ну, в общем целом мы там были для них скифами. Вот. И в данном случае вот этот момент, да, видите, славянов они также считали скифами. Вот поэтому нынешние вот историки, которые изучают, да, и вот эту терминологию такую ввели, что славяне это типа, ну, европейские, так скажем, эти скифы, там, сарматы и так далее к ним относят, и они пытаются отделиться от тюрков, вот, которые тоже скифы, но азиатские. Понимаете, да? То есть для европейцев мы все скифы, а для наших, так скажем, азиатов, которые, ну, в Азии жили, в том числе и вот эти наши европейские, так скажем, собратья, так скажем, они пытаются от нас отделиться, что они не тюрки, мы славяне, вот понимаете, ну, слышите, даже наши нынешние все разговоры там, они пытаются обособиться, что мы европеоидные, а типа вот азиатские, они монголоидные. Вот я к этому обращаю ваше внимание, вот это заблуждение, почему? Ну, это просто многовековой вот этот разрыв временной, он, значит, привнес изменения как в антропологию, так и в языки, так и в культуры, и вообще во все практически. То есть вот, значит, потомки от одних предков, живя в разной среде, так скажем, обитания, да, они превратились в внешне и вот как чужеродные такие элементы. Вот я на это хотел обратить внимание, вот этим отступлением. Так, ладно, это еще одна долгая тема, сейчас я долго не буду на это акцентировать. Дальше.
внимание обращаем дальше на вот эту статью. Богатства, награбленные славянами, говорит, у ромеев весьма привлекали аваров, говорит. То есть славяне тоже, так скажем, грабили вот этих ромеев, то есть римлян. И, соответственно, это привлекали, говорит, аваров. По свидетельству Минандра, Каган Баян полагал, что склавенская земля изобилует деньгами, потому что издавна склавены грабили римлян. Говорит. Их же земля не была разорена никаким другим народом. Говорит. Понимаете? Теперь и славяне подверглись ограблению и унижению. Вот понимаете, логика вот этого Баян Кагана, вот, что вот славяне до нас здесь жили раньше, понимаете, вот эти анды и другие роды, да, тоже, получается, тоже потомки Арыса, нашего предка. Они ранее жили в тех местах, а вот авары, арыны, они пришли туда позже. И у него логика такая, что до нас эти славяне грабили вот этих римлян, и они должны быть богаты, у них какие-то есть сокровища. И вот, соответственно, мы должны вот эти сокровища у славян отобрать, найти и отобрать. Вот и у него логика такая. Вот Баян, а? Так, далее. Аты елге аян дейді ме? Баян. Так. Теперь и славяне подверглись ограблению и унижению. Авары обращались с ними как с рабами, говорит. Вот со славянами как с рабами. Воспоминания об аварском иге, говорит, потом еще долго сохранялись в памяти славян. Бедные, в общем, это аргыны там над славянами поиздевались. Повесть временных лет оставила нам яркую картину того, как обры, говорит, авары, примучиша дулебы, завоеватели запрягали в телегу вместо лошадей или валов нескольких дулебских женщин и разъезжали на них. Это безнаказанное издевательство над женами дулебов служит лучшим примером униженности их мужей, говорит. Я вот на эту фразу, я сейчас, когда закончу вот эту статью читать, я вам приведу там один ролик, примерно об этом же, который рассказывает фактически. И вот там есть такие картины, которые нарисованы прямо в те времена, как авары издевались над славянами там. Ну, увидите тоже. Это будет тоже, ну, полезно. Вот эта тема одна, а, как говорится, подход с разных сторон, говорится. Я вот своими рассказами, там другие то, что знают, накопали, и вот об одном и том же, как говорится. Так. Далее. От франкского хрониста VII века Фредегара узнаем еще, что авары каждый год приходили зимовать к славянам, брали жен славян и дочерей их к себе на ложе. Сверх других притеснений славяне платили гуннам, в данном случае аварам, дань, говорит. Ну вот понимаете, да, каждый год, говорит, зимовать. Ну понятно, что мы же кочевники, казахи, они целый год они летом на джайляу, вот, а зимой они на кочевку, на зимовку приходят. И вот они приходили к славянам и вот так, в общем, проводили зимы. Вот теперь понимаете, да, как там это народы перемешались в те времена, да? Откуда появились эти европейские народы. Да? Вот о чем речь. Они еще себя считают, что они там чистые якобы народы. Хотя на самом деле это целая смесь практически тюркских народов.
Просто они все позабыли. Ну, так, грубо сказать, это как, раз они забыли свои корни, получается, ну, как это называется, такой термин, это манкуртизм. То есть они просто манкурты, получается, на сегодняшний день. А мы не забыли свои корни. Мы, получается, не манкурты. Как есть, без обид. Так. Далее. Помимо денег, славяне обязаны были платить аварам налог кровью, участвуя в их войнах и набегах. В сражении славяне становились в первую боевую позицию и принимали на себя главный удар противника. Авары в это время стояли во второй линии возле лагеря, и если славяне одолевали, то аварская конница бросалась вперед и захватывала добычу. Если же славяне отступали, то измотанному в бою с ними противнику приходилось иметь дело со свежими аварскими резервами. «Я таких людей пошлю на Римскую империю, потеря которых не будет для меня чувствительна, хотя бы они совсем погибли», цинично заявлял Баян. Видите, вот эти фразы, которые пишут вот в этой статье, да, они же не просто так это написали, скорее всего, они где-то зафиксированы были летописцами тех времен в своих отчетах где-то византийских, в канцелярии своей. И вот эти вещи, видать, наши исследователи откопали, нашли, и вот приводят его фразы. Фразы нашего предка Баяна, получается, нашего предка аргынов. Так оно и было. Авары сводили к минимуму свои потери даже при крупных поражениях. Так, после сокрушительного разгрома византийцами аварского войска на реке Тисе в 601 году, собственно, авары составили всего лишь 1/5 часть всех пленных. Половина остальных пленников была славянами, говорит, а другая – прочими союзниками или подданными Кагана. Вот этот момент я еще раз опять напомню, что вот авары вот в эти времена, как раз там 50-е годы VI века, далее там начало конец VI века, начало VII века, там, практически вот одни исследователи отмечают, что за какие-то 50 лет вот этот народ авары, то есть наши аргыны, сумели создать такое государственное образование, которое стало сравнимо с Римской империей, представляете? И даже начало ушатывать эту Римскую империю. Вот это, понимаете, это способности, это непростые люди, понимаете, были наши предки. То есть это люди, которые создавали государственность определенных регионах и народов, которые жили в этих регионах, понимаете? То есть это такая государственная жилка, то есть это в генах, генетически наших предков. Вот я сейчас про аргынов, сейчас идет же речь об аргынах. Вот. Была вот такая способность с древних веков, вот это есть вот эти подтверждения вот этих вот того, о чем я сейчас говорю. То есть это не просто так, то есть это как бы Богом свыше, прямо в генах заложено нашему аргынскому племени, так скажем, создавать государственность вообще на поверхности этой земли, так скажем. Вот это и есть все исторические вот эти факты. Это и есть подтверждение этому. Далее там во времена Чингисхана точно так же рядом с Чингисханом были аргынские племена. Все они были
государственниками. То есть создавали целые вот империи, понимаете? Вот это, все это не просто так. Далее пишет здесь, сознавая эту пропорцию между аварами и входившими в их каганат славянами и другими народами, император Тиверий при заключении мирного договора с аварами предпочитал получать в заложники детей не самого Кагана, а скифских князей, которые, по его мнению, могли повлиять на Кагана в случае, если бы он захотел нарушить мир. Видите, какие они хитрые становятся. Вот. Ну, там этот наш один из вождей прямо им сказал же в лицо, какие они хитрые, коварные, вот эти византийцы. Вот он их сразу, как говорится, раскусил, понял. И он сказал, что мы прямо в лицо говорим, тюрки прямо в лицо говорят, как есть, не виляют хвостом. Вот. А вы, говорит, коварные и все своими интригами только живете в этом мире. И народы сталкиваете друг с другом. Далее. Так, и действительно, по собственному признанию Баяна, военная неудача страшила его главным образом тем, что она привела бы к падению его престижа в глазах вождей, подчиненных ему племен. Кроме непосредственного участия в военных действиях, славяне обеспечивали переправу аварского войска через реки и поддерживали сухопутные силы Кагана со стороны моря. Причем наставниками славян в морском деле были опытные лангобардские корабелы, специально для этого приглашенные Каганом. По сообщению Павла Диакона, в 600 году лангобардский король Агилульф направил к Кагану корабельных мастеров, благодаря чему авары, то есть славянские подразделения в их войске. Видите, славяне уже тоже под названием авары выступали. То есть под названием самих аргынов, то есть рядом были еще и другие племена, не только сами аргыны. Вот, да, и славяне тоже уже под этим названием идут. Овладели неким островом во Фракии. Славянский флот состоял из лодок-однодеревок и довольно вместительных ладей. Искусство строительства больших военных кораблей оставалось неизвестным славянским мореходам, так как еще в V веке предусмотрительные византийцы, говорит, приняли закон, каравший смертной казнью всякого, кто осмелится обучить варваров корабельному делу. Вот, понимаете, да? Еще в V веке они не хотели, чтобы варвары, ну, славяне для них тоже были варвары. Ну, вы поймете, что славяне это те же тюрки, древние тюрки. Вот. И они не хотели их обучать этому делу. Далее, вторжение аваров и славян на Балканы. Византийской империи, бросившей своих союзников антов на произвол судьбы, пришлось дорого заплатить за это, в общем-то, обычное для имперской дипломатии предательство. В последней четверти VI века анты возобновили вторжение в империю в составе аварской орды. В общем, славяне, анды, присоединились к аварам, к аргынам и вместе начали шатать империю римскую. Баян был обозлен на императора за то, что так и не получил обещанных мест для поселения на территории империи. Кроме того, вступивший на престол после смерти Юстиниана I император Юстин II 565-579 года отказался выплачивать аварам дань. В отместку авары вместе с
вместе с зависимыми от них анскими племенами с 570 года начали совершать набеги на Балканы. Склавены действовали самостоятельно или в союзе с Каганом. Какие-то склавены. Благодаря военной поддержке аваров славяне смогли начать массовое заселение Балканского полуострова. Византийские источники, повествующие об этих событиях, часто называют захватчиков аварами, но согласно археологическим данным, аварские памятники на Балканах южнее современной Албании практически отсутствуют, что не оставляет сомнений в чисто славянском составе этого колонизационного потока. Еще тут Албания, видите, засветилась в этой статье. Далее там, скорее всего, Албания это и есть вот эти албаны наши. Тоже в те времена туда закочевали. Потомки этого Ильсауби, я имею в виду. Ильсауби, который во II веке до нашей эры еще жил. Это же сейчас описывается VI век. Вот примерно через 800 лет его потомки, это Албана, они, соответственно, уже целые народы там выросли, крупные. И, возможно, они уже там на Балканах тоже поселились со своим названием Албан. Так, далее. Так, этого колонизационного потока. Раннесредневековая анонимная хроника города Монемвасии, выражая печаль об унижении благородных эллинских народов, это греческие народы эллинские, свидетельствует, что в 580-х годах славяне захватили всю Фессалию и всю Элладу, как и Старый Эпир, и Аттику, и Эвбею, а также большую часть Пелопоннеса, где они удержались более 200 лет, говорит. Вот, понимаете, да? То есть, по словам константинопольского патриарха Николая III, 1084-1111 года, ромеи не смели там показаться. Даже в X веке, когда власть Византии над Грецией была восстановлена, эта область все еще называлась славянской землей. Говорит. Вот, понимаете, вот эти коренные европейцы, так называемые, считающие себя, они являются частью скифов, варваров, понимаете? То есть славяне заселили вот эти Европу в то время, и вот эти ромеи, они не смели там даже появляться даже через 200 лет. Даже в X веке, говорит, когда власть восстановилась. Вот. Всему этому было движняк создали аргыны, наши предки, авары. Так, в 30-х годах 19 столетия немецкий ученый Фальмирайер заметил, что современные греки в сущности происходят от славян, говорит. Это заявление вызвало в научных кругах бурную дискуссию, говорит. Конечно, Византия уступила эти земли после упорной борьбы. Долгое время силы ее были скованы войной с иранским шахом, поэтому на Дунайском фронте византийское правительство могло полагаться только на твердость стен тамошних крепостей и стойкость их гарнизонов. Между тем, многолетние столкновения с византийской армией не прошли бесследно для воинского искусства славян. Историк VI века Иоанн Эфесский замечает, что славяне, эти дикари, которые прежде не осмеливались показаться из лесов и не знали другого оружия, кроме метательных копий, теперь выучились воевать лучше, чем ромеи.
Ну, конечно, если они под властью аргынов, которые в то время там великие воины были, научатся, конечно, если долго будут тренироваться вместе и воевать научатся. Уже во время правления императора Тиверия 578-582 года, вот это его имя запомните, Тиверия, император Тиверий. Он дальше там еще появится, когда я буду про тюрков рассказывать, про Истем Кагана. Вот. Славяне вполне ясно выразили свои колонизационные намерения. Заполнив Балканы вплоть до Коринфа, они не покидали эти земли в продолжение 4 лет, 4 года. Местные жители были обложены данью в их пользу. Жестокие войны со славянами и аварами вел император Маврикий 582-602 года. Он, видать, правил в это время 20 лет. Первое десятилетие его правления было отмечено резким ухудшением отношений с Каганом, с Баяном, а затем его преемником, оставшимся для нас безымянным. Ну, кто после Баяна стал Каганом, непонятно. Ссора разгорелась из-за каких-нибудь 20 тысяч золотых монет, которые Каган потребовал пристегнуть к ежегодно выплачиваемому империи сумме 80 тысяч солидов. Выплаты возобновились с 574 года, но Маврикий армянин по происхождению, говорит, и истинный сын своего народа отчаянно торговался, говорит. Его несговорчивость станет понятнее, если учесть, что империя уже отдавала аварам 100-ю часть своего годового бюджета. Чтобы сделать Маврикия уступчивее, Каган прошелся огнем и мечом по всему Иллирику, затем повернул на восток и вышел к Черноморскому побережью в районе имперского курорта Анхиала, где его жены вдоволь понежились в знаменитых теплых ваннах. Здесь мне вопрос возникает, Маврикий армянин, говорит, что в Византии это правил армянин, да? Ну, то есть какое-то отношение армяне имеют к Византии, получается. Так, вроде Римская империя, может, наместник какой-то здесь восточной части Римской империи. Тем не менее, Маврикий предпочел терпеть убытки на миллионы, чем поступиться хотя бы золотым в пользу Кагана. Тогда авары натравили на империю славян, которые, будто перелетев по воздуху, как пишет Феофилакт Симакатта, появились у длинных стен Константинополя, где, правда, потерпели чувствительное поражение. Далее. Византийские войны. В 591 году мирный договор с иранским шахом развязал Маврикию руки для улаживания дел на Балканах. Стремясь перехватить военную инициативу, император сосредоточил на Балканах возле Доростола крупные силы под командованием талантливого стратега Приска. Каган выразил было протест против военного присутствия ромеев в этом районе, но получил ответ, что Приск прибыл сюда не для войны с аварами, а всего лишь для организации карательной экспедиции против славян. И Каган тогда замолчал, говорит. Славянами предводительствовал склавенский вождь Ардагаст, вероятно, Радагост. Вот славяне, имена, да, они думают, что они там славяне, там нынешние, там Владимиры, там Владиславы и так далее. Вот Ардагаст, например, имя там славянское. Попробуйте там что-то родное в нем услышать.
Так, при нем находилось небольшое число воинов, так как остальные занимались грабежом окрестностей. Славяне не ожидали нападения. Приску удалось ночью беспрепятственно переправиться на левый берег Дуная, после чего он внезапно атаковал лагерь Ардагаста. Славяне в панике разбежались, а их вождь едва спасся, вскочив на неоседланного коня. Приск двинулся вглубь славянских земель. Проводником ромейского войска был некий Гепид, принявший христианство, знавший славянский язык и хорошо осведомленный о расположении славянских отрядов. Я почему сейчас про славян тоже рассказываю? Потому что вот эти племена, например, вот эти анды, это тоже наши предки, то есть наши племена, тюркские фактически. Они потомки тоже Арыса. Вот. Поэтому вот будет полезно тоже вот услышать, как в Европе предки наших нынешних, например, найманов и других там, значит, этих родов, вот, как они, история их пребывания в Европе. То есть вот для этого я сейчас тоже картину, так скажем, чтобы составить историческую. В византийских источниках он назван Риксом, то есть королем, и его заставляет думать, что это заставляет думать, что положение этого вождя среди дунайских славян было даже выше, чем положение Ардагаста. Приск снова сумел незаметно подойти ночью к славянскому лагерю, впрочем, сделать это было нетрудно, ибо Рикс и все его воинства были мертвецки пьяны по случаю погребального пира в память усопшего брата Мусокия. Ну, видите, славянский это вождь и его брат Мусокий, его звали, славянское имя, да? Похмелье было кровавым, сражение вылилось в резню спящих и пьяных людей. Мусокий был захвачен живым. Однако, одержав победу, ромеи сами предались пьяному разгулу и едва не разделили участь побежденных. Славяне, опомнившись, напали на них, и только энергия командующего ромейской пехотой Генцона спасла войско Приска от истребления. Дальнейшим успехом Приска помешали авары, аргыны вмешались, которые потребовали выдать им захваченных в плен славян, их подданных. Вот, за славян заступились аргыны. Приск почел за лучшее не ссориться с Каганом и удовлетворил его требования. Его солдаты, лишившись добычи, едва не взбунтовались, но Приску удалось успокоить их. Зато Маврикий, вот этот император, не стал слушать его объяснений и сместил Приска с должности командующего, заменив его своим братом Петром. Петру пришлось начинать дело с изного, поскольку за то время, пока он принимал командование, славяне вновь наводнили Балканы. Стоявшую перед ним задачу по выдавливанию их за Дунай облегчило то, что славяне рассеялись по стране небольшими отрядами, и все равно победа над ними далась ромеям нелегко. Так, например, упорнейшее сопротивление оказали какие-нибудь 600 славян, на которых войско Петра натолкнулось где-то в Северной Фракии. Славяне возвращались домой в сопровождении большого количества пленных. Добыча была нагружена на множество повозок. Заметив приближение превосходящих сил ромеев, славяне первым делом принялись убивать пленных мужчин, способных носить оружие. Затем они окружили свой лагерь повозками и засели внутри вместе с оставшимися пленными, в основном женщинами и детьми. Вот это, да, тактика напоминает вам, да, тактику кочевников наших, когда вот арбами, повозками
в поле, допустим, в открытом поле делают щит, то есть такую крепость небольшую вокруг выставляют сами в середине и отбивают атаки. Вот славяне вот так же делали. Вот видите, это же тоже не просто так. То есть славяне, они родом, скорее всего, тоже тюркские. То есть общее такое скифское вот это образ жизни, значит, в то время он еще преобладал в то время, пока они еще не стали оседлыми, там, ну, не европеизировались, как говорится. Ромейская кавалерия не решалась приблизиться к повозкам, боясь дротиков, которые славяне из своего укрепления метали в коней. Наконец, кавалерийский офицер Александр заставил солдат спешиться и пойти на штурм. Рукопашная продолжалась довольно долгое время. Когда славяне увидели, что им не выстоять, они вырезали оставшихся пленных и были, в свою очередь, истреблены ворвавшимися внутрь укрепления ромеями. Вот, представляете, да, какая была в то время? Вот это тоже, видите, пишут люди, которые как бы тоже с чьих-то слов, которые были очевидцами этих событий, вот, оставили свои записи в византийских хрониках. Очистив от славян Балканы, Петр попытался, подобно Приску, перенести военные действия за Дунай. Славяне на этот раз не были столь беспечны, их вождь Пирогаст или Пирогощ устроил на другом берегу Дуная засаду. Славянское войско искусно замаскировалось в лесу, словно какая-то забытая в листве виноградина, как поэтически выражается Феофилакт Симакатта. Ромеи начали переправу несколькими отрядами, распылив свои силы. Пирогаст воспользовался этим обстоятельством, и первая 1000 солдат Петра, переправившаяся через реку, была полностью уничтожена. Тогда Петр сосредоточил свои силы в одном пункте. Славяне выстроились на берегу напротив. Противники осыпали друг друга стрелами и дротиками. Во время этой перестрелки пал Пирогаст, пораженный стрелой в бок. Потеря вождя привела славян в замешательство, и ромеи, переправившись на другой берег, полностью разгромили их. Однако дальнейший поход Петра вглубь славянской территории окончился для него поражением. Очень интересные, конечно, рассказы. Далее пропустите подробности. Сочтя силы империи ослабленными, Каган вместе со славянами вторгся во Фракию и Македонию. Вот аргыны опять начали вторжение. Однако Приск отразил нашествие и перешел в контрнаступление. Решающее сражение произошло в 601 году на реке Тисе. Аваро-славянское войско было опрокинуто и сброшено ромеями в реку. Основные потери пришлись на долю славян. Они потеряли 8000 человек, тогда как авары, стоявшие во второй линии, только 3000. Поражение заставило антов возобновить союз с Византией. Взбешенный Каган отправил против них одного из своих приближенных со значительными силами, приказав уничтожить это непокорное племя. Вероятно, поселения антов подверглись страшному разгрому, поскольку само их имя с начала VII века больше не упоминается в источниках, говорят. Но поголовного истребления антов, конечно, не произошло. Археологические находки говорят
о славянском присутствии в междуречии Дуная и Днестра на протяжении всего VII столетия. Ясно только, что карательная экспедиция аваров нанесла непоправимый удар могуществу андских племен. Ну, то, что они здесь не говорят, я вам скажу, что анты дальше они вот в Европу продвинулись, они, видать, оттуда ушли, и уже потом ихние потомки создали другие европейские государства. Я забыл, хотел сказать про андов. Анды, они потом растворились же, говорят, там, в европейских народах. Вот они потом ушли, значит, с этих мест, придунайских мест, на север часть ушла, вот, влилась в скандинавские страны. Вот Скандинавия, это с корня, она как сак, анде, нау, скандинау. Вот эти племена основали вот эти страны в тех местах. Потом часть андов, вот вандалами называется же, это и есть вот эти анды, вандалы. Вот. Они, значит, тоже часть осели их, там Андорра такая, княжество рядом с Испанией, между Испанией и Францией находится. Вот такие, значит, странах, в этих землях осели анды, Андалусия, тоже испанской стороне. В общем, вот так они по Европе распылились, как говорится. Голландия тоже, Анды. Вот так, несмотря на достигнутый успех остановить славянизацию Балкан, Византия уже не могла, говорит. После свержения в 602 году императора Маврикия империя вступила в полосу внутренних неурядиц и внешнеполитических неудач. Новый император Фока, возглавивший солдатский мятеж против Маврикия, не оставил военно-террористические замашки и после того, как облачился в пурпурную императорскую мантию, его правление напоминало скорее тиранию, нежели законную власть. Он использовал армию не для обороны границ, а для грабежа своих подданных и подавления недовольства внутри империи. Этим немедленно воспользовался сасанидский Иран, оккупировавший Сирию, Палестину и Египет. Причем персам активно помогали византийские евреи, которые избивали гарнизоны и открывали приближающимся персам ворота городов. Византийские евреи, говорит. В Антиохии и Иерусалиме они перебили множество жителей христиан, говорит. Видите, евреи много христиан перебили, говорит, в Иерусалиме и Антиохии. Только свержение Фоки и воцарение более деятельного императора Ираклия позволило спасти положение на Востоке и вернуть империи утраченные провинции. Однако всецело занятый борьбой с иранским шахом Ираклий должен был смириться с постепенным заселением славянами балканских земель. Исидор Севильский пишет, что именно в правлении Ираклия славяне отняли у ромеев Грецию. Так, далее. Далее вот этот момент укажу, наверное, и будем заканчивать с этой статьей. Большой переполох в городе вызвала морская осада 615 или 616 года, предпринятая племенами дрогувитов, дреговичей, сагудатов, велигезитов, ваюнитов.
возможно, воюничей, говорит, и верзитов, вероятно, берзитов и брезичей. Предварительно разорив всю Фессалию, Ахайю, Эпир, большую часть Иллирика и приближенные к этим областям острова, они расположились лагерем возле Фессалоник. Мужчин сопровождали их семьи совсем нехитрым скарбом, так как славяне намеревались поселиться в городе после его захвата. Так. Со стороны гавани так были беззащитны. Но здесь подробности этой битвы описаны. 3 дня славяне высматривали места, где легче всего можно было осуществить прорыв. На 4-й день с восходом солнца осаждавшие и спустив одновременно оглушительный боевой клич со всех сторон напали на город. На суше штурм велся с использованием камнеметов и длинных лестниц. Одни славянские воины шли на приступ, другие осыпали стены стрелами, чтобы согнать оттуда защитников. Третьи пытались поджечь ворота. Одновременно морская флотилия быстро устремилась к намеченным местам со стороны гавани, но приготовленные здесь защитные сооружения нарушили боевой порядок славянского флота. Так. Поднявшийся сильный встречный ветер довершил поражение. В общем, гребцы и воины тонули в морских волнах. Кому удалось доплыть до берега, приканчивали горожане. В общем, неудачный был штурм. Удрученные бестолковой гибелью своей флотилии, славяне сняли осаду и отступили от города. Попытки славян захватить Фессалоники продолжались и при императоре Константине IV 668-685 года, но также окончились неудачей. Так. Здесь про славян тоже некоторые интересные факты. В дальнейшем поселения славян настолько плотно обступили Фессалоники, что в конце концов это привело к культурной ассимиляции жителей города. Житие святого Мефодия передает, что император, побуждая салунских братьев отправиться в Моравию, привел следующий аргумент. Вы ведь салуняне, а салуняне все чисто говорят по-славянски. Славянский морской флот принял участие в осаде Константинополя, предпринятой Каганом. Вот видите, в союзе с иранским шахом Хосровом II в 618 году. Каган, аварский Каган, аргынский Каган, в 618 году в союзе с иранским шахом Хосровом II, вот это Хосров II, ну-ка запомните это имя, потом он, кажется, встретится нам, когда мы про тюрков будем говорить, есть тем Кагана. Так, Каган воспользовался тем, что император Ираклий вместе с армией находился в это время в Малой Азии, куда он возвратился из глубинного 3-летнего рейда по территории Ирана. Столицу империи таким образом защищал только гарнизон. Каган привел с собой 80-тысячное войско, в которое помимо аварской орды входили отряды булгар, гепидов и славян. Часть последних, по-видимому, пришла с Каганом в качестве его подданных, другие как союзники аваров. Славянские ладьи прибыли к Константинополю по Черному морю от устья Дуная и расположились на флангах армии Кагана, на Босфоре и в заливе Золотой Рог, куда их перетащили волоком по суше. Иранские войска, занявшие
азиатский берег Босфора играли вспомогательную роль. Их целью было не допустить возвращения армии Ираклия на помощь столице. Первый приступ состоялся 31 июля. В этот день Каган попытался разрушить стены города с помощью стенобитных орудий, но камнеметы и черепахи были сожжены горожанами. Новый штурм был назначен на 7 августа. Осаждавшие охватили городские стены двойным кольцом. В первой боевой линии находились легковооруженные славянские воины. За ними шли авары. На этот раз Каган поручил славянскому флоту подвести к берегу крупный десант. Как пишет очевидец осады Федор Синкел, Кагану удалось превратить в сушу весь залив Золотой Рог, заполнив его моноксилами, лодками однодеревками, моноксилами, везущими разноплеменные народы. Славяне выполняли в основном роль гребцов, а десант состоял из тяжело вооруженных аварских и иранских воинов. Однако и этот совместный штурм сухопутными и морскими силами окончился неудачей. Особенно тяжелые потери понес славянский флот. О морской атаке каким-то образом стало известно Патрикию Воносу, возглавлявшему оборону города. Вероятно, византийцам удалось расшифровать сигнальные огни, при помощи которых авары координировали свои действия с союзными и вспомогательными отрядами. Подтянув к предполагаемому месту атаки военные корабли, Вонос подал славянам ложный сигнал огнем. Как только славянские ладьи вышли в море, суда ромеев окружили их. Сражение закончилось полным разгромом славянской флотилии. Причем ромеи каким-то образом поджигали суда врагов, хотя греческий огонь еще не был изобретен. Довершила поражение, кажется, буря, благодаря чему избавление Константинополя от опасности было приписано Деве Марии. Море и берег были покрыты трупами штурмующих. Среди тел убитых были обнаружены и женщины-славянки, принимавшие участие в морской битве. Видите, даже женщины тоже воевали. Так. Уцелевших славянских моряков, по всей видимости, находившихся в аварском подданстве, Каган велел казнить. Жестко. Видите, они там, как говорится, ошибку сделали, такую жестокую ошибку, которая привела к поражению. Этот жестокий поступок привел к развалу союзного войска, говорит. Славяне, не находившиеся в подчинении у Кагана, возмутились расправой над своими сородичами и покинули аварский лагерь. Вскоре и Каган вынужден был последовать за ними, так как без пехоты и флота продолжать осаду было бессмысленно. Поражение аваров под стенами Константинополя послужило сигналом к восстаниям против их владычества, чего некогда так опасался Каган-Баян. В последующие 2-3 десятилетия большинство племен, входивших в аварский каганат, и среди них славяне и булгары, сбросили аварское иго, пишет так. После гибели аварского каганата, конец VIII века, основным населением Среднего Подунавия стали славяне. Эту статью я вам зачитал для сведения. Теперь далее перейдем к следующим источникам. Это одна сторона, как говорится, описана про аварский каганат, про аргынский каганат, аркунский, точнее, со стороны византийцев рассказы
так скажем, историография. Теперь я хотел вам рассказать вот в то же самое время, как византийцы в это время взаимодействовали с тюрками. С тюрками, то есть нашим Истем Каганом, в это время правившим западным тюркским каганатом. Истем Каган, я вам сейчас приведу, так скажем, это отрывки из книги Казбекбек Тавасарулы. Это был потомок Дулы, сына Ильсауби. Вот эти его потомки, этого Дула, вот эти Истем Каган, Бумын Каган, Бумын или Тумен Каган, вот, скорее всего, искажен Бумын с китайских этих иероглифов. Вот, Тумен, скорее всего, говорят. Вот это потомки вот этого Ильсауби. То есть это Истем Каган, это фактически хан Улы Жузы казахов. В то время, сейчас я вам буду приводить, он как раз ставку имел в Жетысу. То есть в нынешнем Казахстане, вот, Жетысу, район Жетысу, была ставка этого Истем Кагана. Сейчас я вам буду про него приводить сведения. Елсау бабамыздан кейін бізге қараған, яғни маған жағында майқыға дейін ел билеген, басшы болған бірнеше адам, көрнектісі Дулы болса керек. Атамыз Нулы әкесі Елсаудың ұсынған көрші елдегі тағына отырудан өзі бас тартып, тетенісі Дулыны әкесіне балап таққа ұсыныпты. Сонда қалған 8-і атамыз Нулыға өкпелеп, басына келген бақты аяғынмен тептін, өйтетін бар, неге ортамызға салмайсың деп, әр қайсысы артына ерген біраз елді бірге көшіріп, Алатауды сағалап кетіпті. Ол шақтар бидің ордасы Барсығанның шығыс жағында екен. Жазда ылғи көл жағасын жайлайды екен, одан қоныс ескірсе, соны керек болса, кебін асып, үйсін асқан көкайрақ арқылы 3 Алматы келді деседі. Барсыған көлі, ол қазіргі ыстық көл ғой, исік көл дейді ғой, Қырғызстанда, сол Барсыған көлі. Сол жерде Елсау бидің ордасы болған екен. Сол астанасы дейді ғой қазіргі сөзбен. Сол мынау Дулыны, Дулыда соның тағын басып, таққа ие болғасын, орданы сол жерде ұстаған дейді. Таққа отырған інісі Дулыда ағасына лайықты сый көрсетіп, таққа отырып үйсінді биледім демей, қызметін таңертең оразасын ашпай тұрып ағасына амандасудан бастайды екен. Кешке жатарда ағасымен қоштаспай ұйықтамайды екен. Сондықтан жеңгелері Есенбек атандырыпты Дулыны. Міне, ары қарай, міне, тыңдаңдар. Жужандарға қарсы үрбі одағын құрған тауарихқа мәлім Истем Каган. Ол да осы Дулының тұқымынан болатын дейді. Естіңдер ме? Үрбі одағы. Үрбі одағы ол анау Дзубу дейді. Кімдер? Қытайлар Дзубу. Шынымен ол үрбі. Мынау кімдер? Ябғу дейді осы. Истем Ябғу дейді. Сол үрбі одағын басқарған, мынау Истеми Каган дейді ғой, Истеми Каган. Мынау Истем Каган. Оның ордасы үнемі Барсығанның шығыс жағында, Құяста болған. Міне,
нақты жазып отыр Қазыбек бабамыз. Барсан көлінің шығыс жағында болған. Құяста дейді. Сол жерді Құяс деп атапты ғой. Сол қазіргі Қырғызстанның несінде жер территориясында Ыстық көлдің қасында сол шығыс жағында, көлдің шығыс жағында сол жерде ордасы болған. Естем қағының ордасы сол жерде болған екен. Міне нақты қандай ақпарат көрінеді, өте құнды ақпарат мынау Қазыбектің. Ол жарты ғасыр қазақ даласын кезіп, жерін жаудан тазартқан адам дейді. Мынау Естем қаған жарты ғасыр дейді. 50 жылдай қазақ даласын кезіп, жаудан тазартқан адам дейді. Бұл тауарихты Махмуд атам жазғандықтан мен ондай жерге бара алмадым дейді. Махмуд Қашқари жазды ғой осы тарихты дейді. Мен сондықтан оны жазбай қойдым дейді. Атамыз Нулымен бірге туған Дулы ұрпағы кейін Бәйдібек немересі Дулаттың тұқымымен араласып кетті де бәрі Дулат болды дейді. Моғол жерін билеген дулаттар, Моғол, міне айтты ғой, Моғолстан дейді ғой, Моғол жерін билеген дулаттар сол арғы Дулы тұқымынан келеді дейді. Моғол деген атау да Абыл ұрпағына берілген есім дейді. Абыл ұрпағы сол осы ұлы жүздің қазақтары ғой біздің. Сол бәрі Абыл ұрпағы ғой бұлар. Сол Моғолстан деген сол осы ұлы жүздің қазақтарына берілген ат дейді. Есім дейді. Міне, көріне ме? Ал Мұхаммед Хайдар яки тауарихшы Дулати, Мұхаммед Хайдар Дулати, ол соңғы Дулат ұрпағынан дейді. Міне ағайындар, өте құнды ақпарат, бәрін орын-орынға қоятын осы Қазыбек Бектауысарұлының жазбасы бізге дейін жеткен. Міне Естем қаған туралы тегі кім екен, Дулының тұқымы деп жазып отыр. Осы мәлімет мынау западный тюркский каганат дейді ғой мынау тарихта. Сол жерде Истемий каган деген бар. Соның тарихы осы Дулы Дулы мемлекетінің басшыларының тарихы сол. Истемий туралы жазылған. Ол Истемий туралы мынау кімдер? Византияның тарихшылары да жазған, Қытай тарихшылары да жазған, Иранның тарихшылары да жазған. Сол бәрін мәліметтерін соны қарасаңдар, зерттесеңдер, сол біздің атамыз Естем қаған туралы мәліметтер сол жерде табасыңдар. Вот это было рассказано, значит, как взаимоотношения аварского каганата с Византией в те года. Начинался рассказ с 558 года, как вы помните, когда Каган Баян, значит, отправил свое посольство к византийскому императору Юстиниану. Вот теперь такая же примерно хроника, значит, исторических событий, записей осталась в Византии, касаемо взаимоотношений Византии с тюрками, с западным тюркским каганатом. Сейчас я вам эти сведения буду приводить, и их тоже сейчас мы параллельно это все изучим. Вот, обратите внимание, что здесь, значит, событие происходит
посольство тюрков появляется в Константинополе в 568 году, то есть через 10 лет после посольства Баяна, аварского кагана. Вот, то есть примерно десятилетия всего разница, то есть в одно и то же время примерно там происходят эти события. То есть Баян появился на 10 лет раньше в Европе, возле Константинополя. Вот, через 10 лет приходит посольство от тюрка, то есть Истем Кагана. Они пишут Истеми Кагана. Вот. Далее здесь посла будут звать Маньяк. Они написали здесь, ну, это русский перевод. Вообще там на самом деле там в других источниках там более точно название Маньяха было имя посла. И означало он, что это Мани брат, то есть Мани ага, если по-казахски говорить, или по-тюркски, Мани ага было. И вот эти записали как, то есть русский перевод маньяк написали, а эти маньях написали эти византийцы. И обратите внимание, что тут в одной из работ будет из этого сделан вывод, как будто бы тюрки в то время были вероисповеданием ветвь манихейства из-за вот этого маньяха, имени маньяха. Вот, несториане манихейцы, вот, ветвь христианства, они вот так поняли, что в Средней Азии было вот так распространено. Тоже одно из исторических заблуждений, которое распространилось там по всему миру сейчас. Так, это я просто замечание такое делаю. Теперь смотрите, я вот этот текст, на компьютере, он длинный, поэтому на компьютере его воспроизвел. Ну, там, в принципе, можно слушать более-менее, не сильно, так скажем, слух режет. Поэтому сейчас я его буду включать, его слушайте, а местами где-то я буду комментировать. Итак, что делают тюрки в это самое время? Слушаем. Посланник Истеми хана Маньяк прибыл в Константинополь в 568 году. Тогда Восточной Римской империей правил император Юстиниан II, 565-578. Он наследовал самому могущественному правителю Византии Юстиниану I, 527-565. Итак, в один из дней 568 года Юстиниану II доложили, что ко двору прибыло посольство из страны, именуемой Турки, 746. Это известие, надо полагать, вызвало при византийском дворе достаточное беспокойство. Как будто предчувствуя, что через 9 веков тюрки станут господами Константинополя, византийские вельможи испытывали безотчетную тревогу. Они задались целым рядом вопросов. Что это за народ, тюрки, о которых по сей день ничего не было слышно? Где расположена их страна? Нам известны ифталиты, гунны, но кто же такие тюрки? С какой целью прибыло их посольство? Что они хотят от нас? Не станут ли они требовать выплаты дани, как это сделали авары, поселившись в Панпании, Венгрии? А может быть, это посольство – предвестник близкого нашествия тюрков? Да, вопросов возникло немало. Однако, так или иначе, нужно было сначала принять послов. Юстиниан принял маньяка со всей возможной торжественностью и оказал ему высшие знаки внимания. У маньяка была верительная грамота и письмо, написанное Хаканом императору. Оба документа были на тюркском языке и написаны тюркским письмом. С помощью переводчика император задал послу несколько вопросов. Когда речь зашла об ифталитах, белых гуннах, между Юстинианом и маньяком произошел следующий диалог. Уничтожена ли полностью сила, власть ифталитов? Да, Ваше Величество, полностью уничтожена. Дефис.
Ифталиты были народом, жившим в городах, оседлым, или в селениях, были земледельцами, или кочевали, ифталиты были городским народом, у них были города. Таким образом, теперь в их городах властвуете вы, тюрки. Ваше Величество, вы совершенно правы, это так. Можете ли вы назвать мне теперешнюю численность свободного народа под названием авары? Ваше Величество, часть авар до сих пор находится там, в Азии. Они – наши подданные. Число же восставших против нас авар, европейских, около 20 747. После официальной церемонии и ответа на вопросы маньяк Ага рассказал. Вот здесь, видите, диалог идет про аваров. То есть вот эти византийцы, они же в курсе, что авары под предводительством Баяна – это часть только авар, которые были в Средней Азии. И вот об этом идет речь. И он спрашивает, значит, сколько численность, значит, авар, которые свободно, то есть ваших авар сколько. И вот этот посол отвечает, что у нас вот эти авары, то есть аргыны, они наши подданные, то есть они в нашем государстве. То есть, мы как единое государство же, не отделившиеся аргыны. А вот часть аргынов, видать, вот именно 20 тысяч этих конных, они укочевали вот в Европу, в район Дуная, получается. Часть аргынов туда укочевали. Вот об этом сейчас здесь идет разговор. Вот, это мы понимаем. То есть мы, казахи, понимаем, что это часть наших аргынов, которые наши, это те, которые в районе там Едиля, Яика, Жаиха, в тех регионах на севере, которые кочевали, видать, они как-то не хотели воссоединиться, возможно, привыкли, может быть, к свободе, решили там укочевать. Остальные аргыны остались вот, вместе с Улужузом вот, в составе, так скажем, Уртажуза казахов. А вот эти авары, они часть откочевали в сторону Дуная. Обращаю внимание, документы были написаны на тюркском языке и написаны тюркским письмом. Здесь, получается, эфталиты были городским народом, говорят, жили в городах. И все равно непонятно, что за это народ. Но судя по тому, что после их разгрома совместно с персами, они поделили их территорию, тюрки с персами, и тюркам досталась Согдиана, как пишут историки, а персам Бактрия. Вот, исходя из этого, примерно можно предполагать, но, насколько я понял, это примерно территория современного Афганистана, западная часть, и с переходом примерно Таджикистан, Узбекистан, вот в эту сторону, за Восточную Персию. Так как Бактрия, вообще Бактрия, это же мы знаем, что это бактияры, по имени Бактияров наших, казахи Улужуза в свое время, давние времена еще, 200 лет до нашей эры, перекочевали в сторону Ирана. И вот эти местности, земли, ихнюю страну назвали Бактрией, Бактияры. Но раз она осталась, значит, во владениях персов, получается, также и, так скажем, владения Улужуза казахов остались во владениях персов, получается. И тюрки забрали Согдиану, это вот нынешнюю узбекскую землю, то есть еще
западную сторону. Там вместе с Туркменией, получается. Вот это тюрки себе оставили, вот, избавившись от неких эфталитов. Вот, так и остается загадка, что за народ это. Императору об основных задачах посольства. Он официально сообщил ему о том, что в Западном Туркестане на месте бывшего государства ифталитов создано тюркское государство, а также передал императору предложение тюркского хакана заключить союз между тюрками и византийцами, направленный против Ирана, который препятствует торговым сношениям тюрков с Восточной Римской империей, и против авар, регулярно совершающих набеги на Византию. Маньяк Ага хорошо знал, что авары были грозными противниками для византийцев, и что отношения между Византией и Ираном оставляли желать лучшего, поэтому он заверил императора в готовности тюрков выступить против любого врага Восточного Рима. Византийцы были поражены тем, что тюркский посол обладал ясным видением обстановки, смелостью, необходимой для твердого, без обиняков и изощрения изложения цели. Ведь сами они не мыслили ведения политических дел без хитрости и интриг. Они не смогли дать четкого ответа на предложение посла тюрков, так как практически ничего не знали об этом народе. Византийцы под разными предлогами надолго задержали маньяка в Константинополе, пытаясь отвлечь его внимание различными развлечениями. После нескольких месяцев пребывания в столице Византии маньяк, наконец, понял, что он не получит точных ответов, и решил покинуть Константинополь. Вместе с маньяком к Истеми-хану отправилось и византийское посольство, снаряженное Юстинианом, 748. Посольство Зимаркоса. Во главе этого посольства был государственный чиновник по имени Зимаркос. Его сведения о Тюркии дошли до нас благодаря произведению римского историка Минандера Протектора, уже упомянутого выше. Мы не будем приводить их здесь подробно, но считаем, что будет весьма полезным указать на некоторые из этих сведений, имеющих важное значение с точки зрения истории тюркской цивилизации. На границе тюркского государства византийских послов заставляют пройти между двух огней. Весь их багаж уничтожается жрецами-шаманами в ходе выполнения специального обряда. На границе тюркские купцы, торгующие различными вещами, изготовленными из железа, предлагают их послам. Послы прибывают прямо в одну из столиц Истеми-хана, Актак, 749. Истеми-хан принимает послов в роскошном шатре, который мастерски украшен изящными разноцветными шелковыми тканями и коврами. Хан сидел в глубине шатра на золотом троне. После приема в честь посла был устроен пир, на котором ему вместо вина был предложен кумыс. В столице хана было много дворцов, построенных в виде шатра. В одном из них находилось очень много изделий из золота, статуй, сосудов и кувшинов. Один дворец украшали колонны, облицованные золотом. В другом дворце находился золотой трон на ножках, сделанных в форме 4 павлинов. Кроме того, перед всеми другими дворцами тюрков стояли повозки, доверху заполненные серебряной посудой и фигурами животных из серебра. Зимаркос указывает, что тюркские металлические изделия совершенно не уступают металлическим предметам, изготовленным у нас в Константинополе. Вскоре после описанных византийским послом событий Истеми-хан покинул Актак и переехал в свою восточную столицу Талас, 750, забрав с собой и Зимаркоса. В Таласе Истеми-хан принимает посольство правителя Ирана. В церемонии приема разрешено принять участие и Зимаркосу. Истеми-хан в присутствии Зимаркоса гневно упрекает иранского посла в том, что иранцы плохо обращаются с тюркскими посланниками, совершают действия, противоречащие международному праву. Хан подробно перечисляет случаи вероломства иранцев.
Зимаркос, будучи очевидцем всего этого, окончательно убеждается в том, что мирным отношениям между Ираном и тюрками пришел конец и война неизбежна. С этим убеждением он покидает Талас. Перед отъездом Зимаркос получает от Истеми хана ценные подарки. Вместе с византийцем хан отправляет в Константинополь своего представителя Тагма-Тархана. Описывая путь назад, Зимаркос упоминает о реках Яик и Итиль. Таким образом, выясняется, что уже в Виаев они имели тюркские названия. Зимаркос пишет также о том, что агуры, населявшие юг современной России, признавали Истеми хана своим правителем. На основе этого появляется возможность следующего утверждения: земли, находившиеся под властью Истеми хана, простирались от китайского Туркестана на востоке до Восточной Европы на западе. Сохранившиеся в хрониках Микандера Протектора записи Зимаркоса являются важным историческим документом. Если относящиеся к тому же периоду китайские летописи содержат односторонние, тенденциозные и принижающие роль тюрков сведения, то отчет византийского посла отличается беспристрастностью, живостью и объективностью, он реально освещает прошлое тюрков. Если бы наши познания о тюркской истории периода Истеми хана формировались только на основе китайских источников, то мы не смогли бы составить о нем верное представление. Византийские, китайские исторические источники, а также сведения, содержащиеся в архонских надписях, дают возможность получить довольно полную и живую картину политической и культурной жизни тюрков в 6-8 век. Политические отношения между тюрками и византийцами не ограничились посольствами Маньяка и Зимаркоса. Византийские историки сообщают о том, что спустя несколько лет после поездки Зимаркоса к Истеми хану в Константинополе побывал тюркский посол Анакостёс Анакардиш 751. Тюрки использовали все возможности для того, чтобы столкнуть византийцев с иранцами. Около 571 года между Ираном и Восточной Римской империей действительно началась война. С некоторыми перерывами византийско-иранские войны продолжались вплоть до появления исламской религии 752. В 571 году после начала войны византийцы стали упрашивать тюрков также вступить в боевые действия. С этой целью они отправили к ним несколько посольств. Лишь об одном таком посольстве сохранились подробные сведения. Речь идет о посольстве 576 года во главе с Валентином, отправленным императором Тиберием. Официальной целью посольства было сообщить тюркам о смерти Юстиниана II и восшествии на византийский престол Тиберия. Однако реальная задача, поставленная перед послами, была такова: принять отвергнутые 9 годами ранее 568 грамм. Предложение тюрков о заключении союза против Ирана. Согласно византийским источникам, маршрут следования посольства Валентинов в Тюркию пролегал через южные земли современной России. Сначала посол проследовал через земли 753 от агуров, главой которых был Акага, затем пересек Казахскую степь и прибыл в область около реки Чу, населенную тюрками-тюргешами. Здесь послов принял сын Истеми хана, который, по всей видимости, в силу того, что его отец правил тюрками-тюргешами, носил титул Тюргеш-Шат 753. Однако на этот раз тюрки встретили византийских послов недружелюбно. Тюргеш-Шат обратился к Валентину со словами порицания. «Вы, византийцы, народ, который вечером говорит одно, а утром другое, для того чтобы создать страх и тревогу в окрестных странах. Разве не так? С такой же легкостью, как я могу засунуть пальцы в рот и вынуть их оттуда, вы изменяете своему слову для того, чтобы обмануть нас. Вы надеетесь с помощью лжи обмануть другие народы, подвергнуть их опасности, а потом бросить на произвол судьбы. У вас нет другой цели, кроме как использовать в своих интересах несчастье других народов. И ваше посольство прибыло сюда, чтобы запугать нас. Я говорю с вами откровенно, потому что у тюрков нет обычая обманывать, мы отомстим вашему правителю. Вы говорите мне о мире, союзе и в то же время заключаете договор с нашими врагами-аварами.
Но знайте, что, когда я пошлю против вас войско, то авары разбегутся, лишь заслышав звук наших камчей. Если они вздумают оказать сопротивление, то будут полностью уничтожены, раздавлены под копытами наших коней, как муравьи. Вы говорите также, что нет другого пути в Константинополь, кроме того, что пролегает через Кавказ, но это ложь. С ее помощью вы как будто хотите заставить меня отказаться от войны с вашим государством. Но я знаю, что есть путь через реки Днепр и Дунай. Мы хорошо знаем этот путь, которым бежали в Византию авары, теснимые моими подданными. Кроме того, у нас есть достаточные сведения о ваших силах. Весь мир от Дальнего Востока до Дальнего Запада подвластен нам, тюркам. Аланы, Атагуры, Утур-Агуры, несмотря на всю их храбрость, не смогли оказать нам сопротивление. 754. Эти слова напугали византийского посланника. Он решил, что его казнят, и стал говорить о том, что нападение на послов противоречит межгосударственным правовым отношениям. Однако тюрки не собирались убивать Валентина. Слова Тюргеш-Шада имели целью сбить спесь с византийцев. После главной речи Тюргеш-Шад сообщил византийскому послу о том, что тюрки сейчас, в связи со смертью Истеми-хана, держат траур, и в знак этого ранят себе лица, сбривают бороды и стригут волосы. Посол обязан был участвовать в трауре. Затем Тюргеш-Шад направил посла к своему брату Тарду-хану, занявшему тюркский престол после смерти Истеми-хана. Перед отъездом посла Тюргеш-Шад известил его о своем намерении осадить пристань Пантикапий, Керчь, в Крыму, принадлежавшую византийцам. И действительно, через некоторое время все крымские порты и пристани византийцев были заняты тюрками. Таким образом, период мирных отношений между Византией и тюркским государством завершился. 755. В византийских источниках не содержится сообщений о встрече Валентина с Тарду-ханом, однако известно, что несмотря на войну между Византией и тюрками, восточно-римский посол вернулся домой живым и невредимым. Среди сведений византийских источников, касающихся посольства Валентина, интересно следующее. Валентин привез с собой в Тюркию около 100 тюрков. Возникает вопрос, что они делали в Константинополе. Очевидно, что это были не военнопленные, ибо тогда военные действия между византийцами и тюрками еще не начались. Без сомнения, это были тюркские купцы, чувствовавшие близость войны и по этой причине стремившиеся скорее вернуться на родину. Если отношения азиатских тюрков с византийцами установились после посольства Маньяка, то начало отношений европейских тюрков с Восточной Римской империей нужно отнести к более раннему периоду. По всей вероятности, около 598 грамм. Политические отношения между византийцами и тюрками снова улучшились, потому что византийские источники именно к этому году относят письмо Тарду-хана к императору Маврикию. Хотя содержание его не зафиксировано в источниках, начальное предложение известно. В нем Тарду-хан называет себя «великим тюркским хаканом», правителем 7 народов и 7 климатов мира. 756. Таким были основные этапы тюрко-византийских государственно-политических отношений Вяйв. Н.Э. Здесь я хочу добавить, так скажем, более детально изученный именно этот текст Минандра Протектора украинским историком из Института истории Украины. Олеся, кажется, зовут Жданович. Она этот моменты более детально переводила с оригинала византийских хроник. И вот сейчас я моменты буду это указывать. Вот этот отрывок. Это у нее в работе, у Жданович, написано вот так. Стратегическое положение этого народа, про сагдийцев, говорит,
отобразилось на его культурно-религиозном мировоззрении. Так среди сагдийцев было распространено манихейство, синкретическое религиозно-философское учение дуалистического характера. Имя тюркского посла Маниаха дословно переводится как «брат Мани», ярко отображает активное распространение манихейства у сагдийцев. Вот видите, вот это заблуждение, вот, тоже научные работники тоже вот такие вещи подхватывают, непроверенные, непонятые, и дальше распространяют. Вот. Мани, брат Мани, это Мани Ага, это Мани его звали, а назвали его Ага, ну, старший брат. Так. Вот здесь Жданович более подробные сведения об этом труде Менандра Протектора приводит. Вот она пишет так. Во фрагментах истории Менандра Протектора сохранились сведения о путешествии Зимарха в резиденцию тюркского кагана на Алтай. Период, который описывает автор, охватывает последние годы правления императора Юстиниана I, а также времена Юстина II и Тиберия I, 558-582 годы. В основу перевода фрагментов легло издание на греческом языке, опубликованное в сборнике Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae в 1829 году. В 1860 году в Санкт-Петербурге опубликован русский перевод этого текста. Автор перевода – писатель-эллинист Спиридон Юрьевич Дистунис. Начал работу над сборником, вот это название, еще в 1838 году. Он перевел 4 части, но при жизни переводчика вышел только один небольшой фрагмент работы. Все другие части перевода, в том числе и труд Менандра, были опубликованы сыном этого Спиридона Дистуниса уже после его смерти. Вот такие тонкости пишет вот этот Жданович. Видите, вот если бы этих авторов не было предыдущих, да, которые, представляете, он там полжизни потратил, еще даже не успел опубликовать вот этот Спиридон. Вот, и умер, опубликовал ее только сын. А мы сейчас вот с помощью интернета уже пользуемся вот этим трудом, который они там часть жизни потратили на вот эти вещи. И уже оперируем с готовыми, так скажем, данными, с готовыми материалами. Вот поэтому нам это очень большое облегчение от некоторых людей, историков, которые переводили определенные работы. Вот я, например, греческий не знаю, но вот опираясь на вот его вот эти переводы и авторов, которые в Санкт-Петербурге были, я вот сейчас могу уже понимать то, что было написано там. Это очень большая помощь в этой исследовательской работе. Так. Далее, сейчас мы еще моменты акцентируем. Вот так пишется в этой работе. Посольство Византии к тюркам в 568 году. От тюрков, которые в древности назывались саками, посольство к Юстину прибыло для мира. Василевс тоже решил на совете посольства отправить к тюркам. Василевс, это они вот своего императора называют. Василиус обычно. Ну, греки же Василий, ус там в конце добавляют. Вот здесь Василевс написали. Василевс. И некоему Зимарху из Киликии, который на то время был стратегом восточных городов, приказал снаряжаться в это посольство. Когда все
ему для долгого пути было подготовлено. Тогда в 4-й год правления Василевса Юстина, во 2-й год 15-летнего круговорота, в начале латинского месяца августа, пошли в далекую страну. Зимарх вышел из Византии вместе с Маниахом и его спутниками. Видите, раньше у византийцев было 15-летнее летоисчисление, циклами 15 лет. И вот так они, значит, календарь вели свой. Вот такие моменты. Многодневный путь Зимарха заканчивался после того, как пришли в местность сагдийцев, когда с коней сошли некоторые тюрки, которые для этого были поставлены, предложили купить у них железо, думая, что они делали это, чтобы доказать, что у них есть железные рудники, ведь считается, что им тяжело использовать изделия из железа. Таким образом, можно понять, что они хвастались тем, что на их землях есть железо. Какие-то другие из этого племени, тюрков, которые самих себя называли и про которых говорили, что они изгоняют порчу, рядом с Зимархом прыгали и все вещи посольства перенесли с молитвой по обычаю на середину. Вот, обращаю внимание, какие были традиции у тюрков в то время. Значит, вот это были кімдер, бақсылар болды ғой, бақсылар. У нас называют бақсы, это, ну, как шаманы, типа. Значит, прыгали, изгоняли, да, порчу. С молитвой по обычаю сложили вещи на середину. На огне из молодых ростков ладанного дерева просушили их. В общем, дымом их обработали, шепча какие-то варварские слова на скифском языке, говорит. Угу. Так, звонили в колокола и били в бубны. Сол бақсылар сияқты жасалмай. Сверху над вещами подносили горящие листья ладанного дерева, выкрикивая и вместе с тем сатанея и бесясь. Так, что казалось, будто бы плохое изгоняли. Вот так вот описывали вот эти византийцы, значит, как их встречали тюрки в VI веке. Предотвращающие несчастье считаются защитниками от нечистых сил. Выгнав таким образом все несчастья, они и самого Зимарха перевели сквозь пламя, провели, в общем, думая, что совершили священный обряд. В общем, священный обряд очищения огнем совершили. После этого под надзором ставленников Кагана они строем пошли к горе, которую называют Эктагом. Вот Ахтаг в других источниках Ахтаг. Но мне кажется, Ахтаг, не знаю, может быть Ахтау, что-то такое похожее, раз это гора. А греческие мужи Золотой горой, ну, называют. Греки называют, оказывается, Золотой горой эту гору. Там где-то возле Алтая, где в то время пребывал Дизавул. Вот Дизавулом они назвали вот это Ябгу. Был титул у Истем Калана, был титул Ябгу. Жабра. Вот и его это византийцы Дизавул там исказили. Ябгу, который находился в середине шатра на золотом седале. Говорит. На золотом троне сидел вот этот Истем Калан. Так. Далее. Вот этот обычай. Так, на вот этом золотом троне сидел. Это сидение тянул, говорит, конь,
когда это было необходимо. То есть повозка, да, была, видать, передвижной был трон. Поприветствовав варвара по своему обычаю, держа дары перед собой, варвар, Кагана, Зимарх отдал их тем, кто об этом должен позаботиться. Дары передал. Между тем Зимарх сказал: наш правитель, великий Василиус, отметив меня миссией посла за мои заслуги, желает тебе, о правитель многих народов, быть здоровым, счастливым и благополучным, оказывать радость и благословение свое ромеям, имей всегда силу над своими врагами и побеждай неприятелей, да отсутствует вражда, которая может разорвать законы дружбы. Выгодны и полезны для меня племена тюрков, а также и те другие, подчиняющиеся тюркам за пределами. Так говорил Зимарх, а Дизавул также поприветствовал его соответствующей речью. Видите, вот здесь прямо как по протоколу, да, дословно передают речь, как было в то время, как происходил разговор. Потом они обедали, и пышный банкет длился без сомнения целый день в том же шатре. В общем, целый день они пировали. Покрыт шатер был шелковой тканью естественных нежных цветов. Вино же не такое, которое выжимается у нас из винограда, а напиток их земель какой-то местный, варварский по происхождению, похожий на молодое сладкое вино. Вот там в одном из источников они это определили как кумыс. Ну да, если он кумыс пить много, можно и опьянеть, он слабоградусный вообще. И после этого вернулись туда, где они остановились на отдых. На следующий день они вместе отправились в шатер, обитый и украшенный куском шелковой материи. Тут статуи божеств и различных видов стояли. Дизавул сидел на ложе, полностью золотом, говорит. Полностью золотой трон был. Из середины шатра были расставлены чаши и крапильницы из золота, а также пифосы тоже золотые. Снова они угощались и также за употреблением напитков поговорили обо всем, о чем хотели сказать, и разошлись. На следующий день они были приглашены в другое помещение, где находились деревянные колонны, покрытые золотом, а также золотое ложе, которое держали 4 золотых павлина. Видите, все в золоте было у Истем-Кагана. Посреди комнаты было поставлено много повозок, в которых было много серебряных вещей, диски и что-то из тростника. Также многочисленные изображения четвероногих существ, сделанных из серебра. Ни одно из них не уступает, по нашему мнению, тем, которые у нас. Такие сокровища вождя тюрков. Вот такие богатства они, видать, ему показали. Вот. Относительно Зимарха, который еще там находился, Дизавул думал, что вместе с ним Зимарх и 12 слуг и спутников выступят в поход против персов. Вот так вот дословно рассказывает. А все другие ромеи вернутся в страну халиатов. Ну, страна халиатов, там это исследователи считают, что это Хорезм, так назвали. И будут там ждать возвращения Зимарха. Он, Дизавул, показав дарами свое расположение, отпустил их. Зимарха же угостил рабыней, родом из земель так называемых херхизов. Вот херхизов, говорит. Но эти исследователи считают, что это хорвызы, наверное. Ну, возможно. Так как далее я скажу, что вот этот Истем-Каган в тот момент
значит, принимал их, значит, в Жетысу. Вот. А вообще у него еще вторая была ставка. Это вот Казбек Тавасарова говорит, что возле озера Барсаван, это вот нынешний Иссык-Куль, в Кыргызстане есть же, вот там была его ставка. Вот там он принимал тоже послов своих. В общем, вот это была его ханская ставка. Ну и если из земель так называемых хиргизов, да, возможно, хиргиз, но в то время кыргызы жили за Алтаем, вот на Енисае. Ну, возможно, оттуда прислали человека. И Зимарх вместе с Дизавулом пошли воевать, говорит, с персами. Вот этот момент я не понял, как это он, один какой-то воевода пришел и с тем Каганом пошел воевать. Может, он просто присутствовал в военных действиях, не пойму. Когда путешествие подходило к завершению, в местности под названием Талас, остановившись для отдыха, встретили персидского посла к Дизавулу, и вместе были приглашены к нему послы ромеев и персов для угощения. Присутствуя сам Дизавул ромеям оказывал большее уважение и посадил их на лучшие места. Относительно персов он имел много нареканий, потому что несправедливо пострадал от них, по этой причине и шел на них войной. Посол же персов из-за нескончаемых обвинений забыл о законе молчания, существовавшем на банкетах, быстро начал говорить, откровенно опровергая обвинения Дизавула. Все очень удивились проявленной им чрезвычайной страсти, что он, невзирая на закон, много и вызывающе говорил. Они отступили. Дизавул же готовился выступить против персов. Призвав к себе Зимарха и тех, кто был возле него, и подтвердив старую дружбу с ромеями, отпустил сразу же. Другого посла к ним приставил, ибо предыдущий по имени Маниах умер. Видите, звали этого посла Тагма с титулом Тархана. Он же был послом от Дизавула к ромеям. Ну, вот эти сведения вы в другой этой работе слышали. Тагма Тархан там назвали. Вместе с ним был теперь юноша, поговаривали, что это молодой сын умершего Маниага, который унаследовал отцовские доблести, однако он был следующим, который после Тагмы Тархана унаследовал титул. Думаю, что из-за исключительного и приязненного отношения Дизавула к Маниаху юноше выпала честь. После того, как Дизавул выпроводил Зимарха, тот догнал ранее отпущенных ромеев там, где им надлежало, и так он совершил с ними обратное путешествие в свои родные земли, оставив позади главный город халиатов. Они шли через укрепления. Вот видите, вот здесь подробно описываются все вот эти события, которые видел вот этот посол теперь византийцев, ромеев, у тюрков. То есть у нас в Казахстане, то есть в Жетысу, то есть и территория Кыргызстана тоже была общий тюркский вот этот хаганат. То есть мы все вот тюрки, кыргызы, там, узбеки, там, туркмены нынешние все, мы все, эти уйгуры тоже там, все мы были в одном государстве, это считался Туркия, вот в начале, видишь, Туркия назывался. Это 6 век, еще середина 6 века, то есть 550-е, 560-е годы, уже их посольство назвали, что мы из Туркии. Вот сейчас вот только Турция же, Туркия называется, так скажем, и ее считают, что она как бы является Туркией
А вот в середине VI века вот именно центр Турции был именно вот в Жетысу, нынешний вот Южный Казахстан, предгорье этого Алатау и Алтая. Вот. Центр вот, при Истем-Хагане был в Иссык-Куле. Вот. Барсыган, вот это озеро Барсыган, которое вот ссылается Казбек Бек Тавасарула, я тоже понял, что вот это Барсыган, то, что он называет озеро Ыстык-Куль, вот это, оно, наверное, еще ранее, может быть, он даже забыл про это, наверное, оно называлось именно Барсхан, озеро Барсхан. Почему? Потому что вот кыргызы, там был город Барсхан, пишется вот в одних источниках, возле этого озера Иссык-Куль был такой город, говорит, Барсхан. Но я так предполагаю, что это была какая-то ставка именно такого хана, Барсхана. Поэтому вот это озеро, оно и называлось Барсхан. То есть Барсханом называлось, а вот Казбек Тавасарова до нас донес как Барсган Куле. Потом она позже переименовалась Ыстык-Куле по имени Ыстык-Ата, старшего сына Шапрашты. Я же вам говорил там в одном из роликов про Шапрашты. Вот, видите, вот исследуя вот эту, допустим, эту тему, я, например, сейчас понял, что вот озеро Ыстык-Куль, оно, раз оно старое название было Барсыган, а на самом деле еще более старое оно, вот это Барсыган, искаженное получается Барсхан Куле. Вот такие вот по ходу открытия совершаем исторические с вами, да? Вот, когда вот информация на руках с разных источников сопоставляя, можно вот такие вещи, как говорится, вычислять. Вот. Далее. Вот здесь я хотел еще моменты, так скажем, интересные обозначить. Вот смотрите, 569 год пишут. События происходят во время возвращения посольства ромеев под предводительством Зимарха от тюрков. Вот это посольство возвращается теперь туда, в Константинополь. Вот они вот пишут вот так. Это их посольские записи. Прошел слух между теми, кто близко к тюркам находится, что ромейские послы были там и возвращаются в Византий вместе с посольством тюрков. Правитель того народа попросил у Диавула, чтоб и посланники от его народа пошли посмотреть на ромейскую державу. Дизавул разрешил. Также и другие просили от их народов отправить посланников, но он никому не уступил, кроме правителя халиатов. Видите, то есть там еще какие-то, значит, бии, наверное, там в то время хотели тоже съездить, так скажем, посмотреть на Византию. Вот. И он разрешил только правителю Хорезма. И так они переправились через так называемую реку Оикс или Оих, совершили совсем немаленький путь и пришли к огромному и полноводному озеру. Тут Зимарх пребывал 3 дня. Георгия же, отправителя коротких сообщений, отправил
к Василиусу сообщить о своем возвращении, и Георгий вместе с 12 тюрками шли в Византий дорогой достаточно безводной и полностью безлюдной, но короткой. Зимарх проходил мимо песчаных берегов озер на протяжении 12 дней, обошел непроходимые земли, дошел до течения русла Иха, а потом до Иха, и через разные озера до Аттилы, говорит. Видите, ромеи пишут до Аттилы. Вот это дальше вот исследователи вот это расшифруют, что Аттила это есть Итил, вот это Едель, это Волга нынешняя. То есть в то время, в VI веке, получается, уже вот эту реку назвали по имени Аттилы. Аттила там 4-5 век же, это где-то 150 лет до, 200-150 лет до этих событий. Вот, и вот река носила его имя. Возможно, сам Едель, ну, Адель его правильно назвали, он носил имя реки, а вот эту реку еще ранее, видать, назвали. Потом, значит так, через разные озера до Аттилы, потом к угурам. Вот еще встречаются угуры, которые рассказали ему, что около реки Кофина, здесь Кофина пишет, это Кубань, оказывается, эти расшифровывают, эти исторические исследователи, густо покрытой лесами 4000 персов стерегут в засаде, чтоб убить их, когда они пойдут мимо. Вождь угуров, который хранил там власть Дизавула, в общем, вот этот вождь угуров, он был подданным этого Истем Кагана, то есть тоже подчинялись их землям. Дал Зимарху наполненные водой мехи. А я до этого вам говорил, что вот эти угуры, они как раз жили в местах между Волгой и этим Жаихом и Волгой. Вот там как раз потом образовалось это булгарское ханство, государство. Вот. Дал Зимарху наполненные водой мехи, чтобы они, Зимарх и его спутники, могли оттуда обеспечивать себя водой, идя по безводной местности. Встретил широкое озеро и, обогнув этот великий водоем, дошел до тех озер, в которых, смешиваясь, теряется река Кофин, ну это Кубань. Из этой местности отправил он лазутчиков рассмотреть, правда ли, что персы сидят в засаде. Следопыты сообщили, что никого не видели, однако вместе с великим страхом прибыли они в Аланию. Особенно боялись они племени Оромусхов. Это какое-то кавказское племя. Он пришел в Аланию вместе с тюрками, которые его сопровождали и хотели предстать перед гегемоном Сародием. Вот видите, здесь какой-то вождь Сародий был. Сародий в Алании, видите? Сародий согласился принять их с радостью, но послы тюркские появятся не ранее, как в том случае, когда сложат оружие. Вот здесь вот эту реку Оих, это сыр, наверное, Окс. Раньше Оксом называли Сырдарью. Вот так исследователи пишут. А вот это Иха, сейчас Иха 26. Возможно, река Эмба, говорит, на западе Казахстана. Вот. Большое озеро. Большое полноводное озеро – это Аральское море. Вот то, что здесь было описано. Да, Аттила, вот они тоже пишут, подтверждают, что это Волга. А вот это
27 это Доиха. Жаикой, Яик. Это, Урал нынешний. Вот здесь угуры, исследователи думают, что это, возможно, уйгуры. Вот этот момент тоже интересный. Стоит его изучить более подробно. Возможно, уйгуры в то время, как часть тюрков наших, занимали вот эти места Поволжья, получается, да, между Жаихом и Идилем. Получается так. Если это так, то это соответствующие дальнейшие выводы можно делать. Посмотрим. Это сначала надо разобраться, что за угуры. Угуры. Вот это сейчас говорят же, там финно-угорские племена есть. Вот их там угры там называют. Вот это угры, агуры, угуры. Вот этот вопрос у меня что-то возникает непонятный, пристально. Надо его изучить, чтобы понять, что за народ это. Вот они, конкретно это тюркский народ. Получается, раз он к тюркскому каганату относился в то время, значит, это тюркский народ, подданный, так скажем, это Истем Кагана, западного тюркского каганата. А восточным тюркским каганатом правил Бумын Каган. Это брат старший этого Истем Кагана в то время. Вот, если вспомните. Бумын, она тоже искажена, я же говорил, там, возможно, Тумен, правильно, возможно. Вот видите, насколько большие искажения бывают в произношениях, которые и так тяжело разбираться в исторических этих сведениях, еще больше осложняют. Вот так дальше, вот здесь Сароди, правитель Алан, пишут. Вот там упомянулся. Вот он сказал сложить оружие. Вот через это, говорит, из этого возникли споры, которые длились в течение 3 дней. И Зимарх был посредником между соперниками, говорит. Но, наконец, после того, как сложили оружие, тюрки, как и постановил Сароди, пришли к нему. Сароди посоветовал Зимарху не идти дорогой Миндимианов, потому что близ Суании персы в засаде. А лучше возвращаться домой дорогой, которую называют Дарианской. Узнав об этом, Зимарх отправил по Миндимианской дороге 10 носильщиков с шелком, перехитрив персов, чтобы те думали, что шелк наперед отправили, а завтра появится Зимарх. Когда носильщики пошли, Зимарх ушел Дарианской дорогою до Апсилии, довольный собой, с радостью оставив Миндимианскую дорогу, где, очевидно, нападут персы. Он дошел до Рогатория, потом до Понта Эвксина. Понта Эвксин – это Черное море. Затем на кораблях до реки Фасис и, наконец, в Трапезунд. Видать, туда, в свою Византию. Оттуда на государственных лошадях и прибыл в Византию, и перед Василиусом предстал и все ему объяснил. Вот так завершилось путешествие Зимарха до тюрков и назад домой. Вот такой интересный перевод. Вот эту работу провела вот эта Жданович. Вот здесь термин «суания» приводится. Они думают, что это какая-то территория в Лазике. Вот мне вот это Суания именно что-то знакомое такое. Хотя это какой? Это же 6 век. 6 век, если, то это там вот эти
Су, потомки Су, Ара, там же Ау, Су, Каз же были. Вот здесь Су. Тоже вопрос возникает, что за эта территория. Ну вот, далее тут вот это Даринский путь, это, ну, какие-то кавказские там места. Клухорский перевал, другие Санчарский перевал думают. А Псилия страна в Мингрелии. Это я не знаю, что это страны такие. Что за Мингрелия, что Апсилия. Фасис, река в Колхиде, говорит. Трапезунд, город на Черноморском побережье Малой Азии, говорит. Древнегреческий город, оказывается. Вот очень интересные, более подробные описания вот этих событий тоже нам открывает глаза на эту картину. В то время, как оно все обстояло, дела, что было в то время у нас здесь, в Казахстане, ну, так скажем, можно сказать, Туркестане, потому что центр тюрок был у нас здесь, Туркестан. Вот сейчас нынешний город Туркестан, он как бы поэтому и называется Туркестаном. Это просто город, название Туркестана, а так страна вся называлась Туркия. Вот, и наша общая родина, Туркестан, это и есть страна тюрков. То есть тут и западный тюркский каганат, и восточный тюркский каганат, это все общая наша страна. Вот, восточным правил старший брат Тумен Бумен Каган, младший брат Эстем Каган правил западным тюркским каганатом. Вот и понимайте правильно эти вещи. Так, и вот это, видите, мы с аварами это все связываем. Вот здесь с этого текста понятно, что 20 тысяч аваров, то есть это части аргынов, откочевали дальше в Европу, вплоть до берегов Дуная. Представляете? Вот с Казахстана, вот до туда, в те времена. Поэтому вот удивляются и наши казахи тоже, и там другие народы, да, они там не верят, допустим, причем тут казахи, да, и Европа, да, допустим, там, вот сейчас, например, районы там Украины, там и так далее, Беларусь, Молдавия, типа казахи там, ну, сказки рассказывают там. Это для казахов, кочевников в те времена и вот и до вплоть до 20 века практически, такие расстояния это были это нормой. 1000 километров – это нормальные такие кочевые расстояния. Казахи на одном месте не находились, поэтому и кочевник называется. Вот. За один переход спокойно там 300 километров пройти, это там, ну, неделя пути, допустим, не спеша там со скотом и так далее. Вот. Поэтому, если в те времена там за одну свою жизнь люди могли спокойно там от Китая, можно сказать, там до Европы дойти, и потом еще вернуться могли. И такой круг сделать по всей Евразии, можно сказать. Поэтому не удивляйтесь, что следы казахов есть и за Алтаем, в районе там Дальнего Востока, и Нисая, там, и в Китае, и в Индии, и в Иране, и там в Европе, там, вплоть там до Западной Европы. Поэтому вот я вам сейчас вот это все наглядно показываю, что это реальные были вещи, что наши предки исходили там этот евразийский континент вдоль и поперек. Поэтому
можно удивляться, конечно, это действительно можно удивляться, но это реальная вещь. Вот наши предки, вот в книге Казбек Таусарула, он пишет, что были времена, когда наши предки кочевали на крайнем севере, там, где полгода день, полгода ночь. Значит, происходит. То есть до такой степени далеко могли укочевать, и там жить, и там могли остаться. Поэтому не удивляйтесь, что, допустим, я так думаю, что вот эти ханты и манси, они вот и внешне тоже на нас похожи же, но язык у них полностью другой. И вот то, что они оленями занимаются, это, возможно, наши дальние предки, которые вот таким образом далеко на север закочевали, и там остались постепенно. Другие предки, они там на западе остались, перемешались там с другими народами соседствующими, переняли их быт, там, обычаи, там, перемешались и так далее. Поэтому это реальная вещь, это не фантастическая вещь. То, что я рассказываю, вот эту историю, да, я, так скажем, прихожу к такому выводу, что мы просто здесь, оставшиеся именно на территории Казахстана, казахи, да, сохранили свой быт многовековой, который тысячелетиями был у нас, вплоть до 20 века мы его сохранили. Вот мы сейчас просто сделались оседлыми частично, но внутри мы до сих пор жаждем вот этого кочевничества. Вот. То есть вот эти обстоятельства времени, нынешних изменений, последних там 100-150 лет, они вот до сих пор у нас неизгладимый, допустим, след оставили. На самом деле мы кочевники. Вот мы до последнего времени сохранили свой этот менталитет, традиции тех предков, которые жили вот тысячи лет назад. Вот. Единственное, внешность у нас тоже изменилась, так же, как и внешность тех людей, которые откочевали отсюда, тоже многие там тысячи лет назад перекочевали в Европу, там в разные точки этого евразийского пространства. Вот. Внешности поменялись, и языки поменялись. И, соответственно, далеко, когда от дома находятся люди, от Харашанраха, от колыбели своей, они постепенно забывают, со временем забывают вообще свое, как они раньше жили. Вот так и произошло с теми, которые сейчас в Европе, там, в разных других частях этого света находятся. А вот мы сохранили наш быт, но внешне, согласен, мы изменились, потому что очень плотно много у нас было контактов с китайской стороной здесь, находясь в Центральной Азии. Поэтому мы так частично с ними похожи. Надо это признавать. А те, которые раньше укочевали дальше в Европу, они тоже изменились. Но они больше стали там, как те народы, которые раньше в Европе жили. Что-то смесь между ними. Вот в Иран, допустим, которые перекочевали, или в Индию, они стали похожи там на тех, которые сейчас в Индии, в Иране, допустим, живут. Вот получается вот так. Вот до такой степени неузнаваемые изменения происходят у народов спустя века. Время очень сильный фактор в этом деле.
обратите внимание на эти слова. Он говорит: весь мир от Дальнего Востока до Дальнего Запада подвластен нам, тюркам. Аланы от Агуры, несмотря на всю их храбрость, не смогли оказать нам сопротивление. Вот такие слова произносит сын Истем Кагана. И еще заострю внимание на вот этот момент. После главной речи Тюргеш-Шат сообщил византийскому послу о том, что тюрки сейчас в связи со смертью Истем-хана держат траур, и в знак этого ранят себе лица, сбривают бороды и стригут волосы. Вот так вот казахи раньше траур держали. Вспомните своих предков. Вот обращаю на вот этот момент внимание. Посол обязан был участвовать в трауре. Еще обращаю внимание вот на такой факт. По всей вероятности, около 598 года политические отношения между византийцами и тюрками снова улучшились, потому что византийские источники именно к этому году относят письмо Тарду-хана к императору Маврикию. Хотя содержание его не зафиксировано в источниках, начальное предложение известно. В нем Тарду-хан называет себя великим тюркским хаканом, правителем 7 народов и 7 климатов мира. Вот в VI веке тюркский Каган правил практически всем миром. Вот такие вещи с определенных времен, где-то с 17-18 веков, запретили вообще в истории говорить, исследовать эту тему. Теперь вы понимаете, да, почему Сталин в 1944 году запретил исследовать тюркскую историю? Потому что чем больше вот так копаешь про историю тюркских народов, тем происходит ущемление самолюбия европейских народов. Понимаете, да? Вот почему, не тюркских. Поэтому вот так враги тюрков таким образом пытались обуздать тюркский дух. Забери у народа историю, таким образом ты заберешь его душу, получается, вот так. Вот эти вещи скрывались осознанно, специально, и вот сейчас век развития информации, она истина, правда, она по-любому, она прорвет, как говорится, любой нарыв, как говорится, гнойный нарыв, она по-любому прорвет и, как говорится, выйдет наружу и расцветет, как говорится, истина. Вот примеры этому, это вот нынешние, так скажем, информационный, так скажем, ренессанс, можно сказать, который для тюркских народов, наверное, это, можно сказать, как эпоха Возрождения в свое время для европейских народов было, но эпохой затухания для тюркских. Вот сейчас вот век информации, опять вот это старое забытое
опять она вспоминается, и она становится эпохой возрождения опять тут тюркского самосознания, как говорится. Вот. Ну, правду, сколько ни ложью не покрывай, все равно она истина, по-любому ложь победит, пробьется и, как говорится, преодолеет. Вот вам из Википедии тоже информация про Истемий Кагана. Истем Каган, что он Истемий Багадур Ябгу, младший брат Бумен Кагана из династии Ашина. Здесь также пишут, что он является то есть он свою дочь отдал замуж за иранского шаха же. И вот поэтому здесь пишут, что он дед иранского Шахиншаха из династии Сасанидов, Ормизда IV и прадед Хасрова II Парвиза. Я же вам там говорил раньше, вот это Хасрова имя запомните, персидского там царя. Вот прадедом его является вот этот Истем Каган. Вот тоже интересная вот эта информация. Так. Отношение к религии, тенгрианство. Ну, правильно, да. Тюрки были тенгрианцами. Вот, в общем, вот это тоже посмотрите, почитайте. Вот про Истем Кагана из Википедии тоже прочитаю отрывки. Истемий был младшим братом и соратником Бумен Кагана. Вместе с ним участвовал в войне с Жужанским каганатом. Под его началом состояли 10 североалтайских агурских племенных вождей. Потомками этих племен, вероятно, являются шорцы, кумандинцы, челканцы. Ну, это вероятно, они так думают. Что, по-видимому, объясняет агурское, а не, собственно, тюркское происхождение это его имени. Ну, видите, тоже эти писаки там пишут, что это не тюркское там имя, якобы. Ну, в те времена слова, некоторые там имена не были похожи на нынешние имена современные, допустим, народов. Поэтому на это сильно не надо акцентировать внимание. После того, как Бумен принял титул Кагана под именем Ильхан в 552 году, он назначил Истеми Ябгу, сделав его вторым человеком в Каганате. Ну, это типул Ябгу. Джабло, видать. Эти Дизавул назвали византийцы. Первый поход на запад, 554 года. Значит, в 554 году после разгрома Жужани тюрками в столицу тюркского каганата прибыло иранское посольство, преследующее цель заключения военного союза против государства эфталитов, врага Ирана и бывшего союзника Жужанского каганата. Для тюрков перспектива союза открывала возможность закрепиться в Средней Азии и взять под контроль Великий Шелковый путь. Договор был скреплен браком Шахиншаха Хасрова I Ануширвана с дочерью Истеми. От этого брака родился будущий Шахиншах Ормизид IV. По поручению Мукан Кагана
там тоже он фигурирует в других источниках. Муқан Кагана из Тими во главе большой армии выступил на запад весной 554 года. Вот этот Муқан, по-моему, он сын был этого Бумын Кагана, поэтому скорее вот после смерти Бумына стал Каганом Мукан, а и с тем, видать, он это как главный военачальник повел, в общем, армию на войну, получается, в поход. Во главе большой армии выступил на запад весной 554 года. Не встречая по пути серьезного сопротивления, Ябгу к 555 году дошел до Аральского моря. По пути им были подчинены Усуни, Нушиби, Дула, а также подвластные эфталитам Хотан, княжества Семиречья и Хорезм. Ну, это вот это все внутренние наши эти разборки казахские вот здесь. Лужиза, вот это Уйсуны, Дула, это тоже вот это Уйсун, это потомки этого Ельсауби. Вот это подчинены, это он просто совершал это объединительные мероприятия, так скажем, в общую орду всех собирал. Вот. А также подвластные эфталитам Хотан, княжество Семиречья и Хорезм. Эфталиты были не в состоянии отреагировать на эти события из-за войны в Индии, говорит. Но они, видать, в Индии тоже там воевали. Мне кажется, эфталиты — это вот афганцы, что-то с ними связано, какие-то ихние там племена, там пуштунские, там, возможно, там предки какие-то. Истеми, зная о занятости Хасрова, первого Ануширвана боевыми действиями с византийцами, также не стал в одиночку атаковать эфталитов, обратив внимание на север, где в 556 году подчинил Абаров. Ну, вот это и есть. Абаров — это Аваров. На север это и есть вот этот наш, это Северный Казахстан имеется в виду. Аргынов подчинил, говорит, то есть он Ортажус тоже в единую орду собрал и наткнулся на сопротивление хионитов, говорит. Хионитов, вар, огоров и, возможно, примкнувшие к ним части жужаней. Вот это какие-то племена аргынов, потому что вар — это ары аргынские, агоры. А горы, вот здесь тоже опять вопрос, они относятся к уйгурам или это что-то созвучное с ними. Вот. И примкнувшие к ним части жужжане, говорит. Война с ними тянулась до 558 года, когда тюркам удалось изгнать остатки разбитых племен за Урал. Там беглецы стали известны как авары. Вот этот момент они указывают, что вот часть аргынов, видишь, беглецами стали. Ушли, короче, за Урал, за Жайх. Вот это и есть вот эти авары. Подойдя к берегам Волги, тюрки не стали форсировать реку, а вернулись назад. Вот видите, вот эти события здесь описываются, что было в Казахстане. Как раз вот это Улужис и с тем Каган, когда собирал, видать, орду, он дошел до Идиля, до Волги, и дальше не стал форсировать. А вот эти аргыны, часть аргынов, которые авары стали, они ушли за Волгу и ушли там до Дуная дошли. И там аварский каганат создали. Подойдя к берегам Волги, тюрки не стали форсировать реку, а вернулись назад. К этому времени, в 557 году, Иран заключил перемирие с Византией и был готов вместе с тюрками начать войну с эфталитами. Вот. Далее здесь описывается война с эфталитами. Ну-ка, вот здесь интересно вот про эфталитов пишет. Царь эфталитов Гадфар
сам спровоцировал войну, приказав убить тюркских послов, направлявшихся через его территорию в Иран в 560 году. Уже в 562 году войска Шахиншаха Хасрова I Ануширвана нанесли эфталитам поражение и заняли Тохаристан. Вслед за этим удар нанесли и тюрки, захватившие Чач, это Шаш, Ташкент. Все на территории Узбекистана, Таджикистана происходят события. Перейдя реку Черчик, это знаем в Узбекистане, из Теми занял Самарканд. Основные войска эфталитов, сосредоточившиеся у Бухары. Видите, они там даже на территории Узбекистана орудовали. Не решились принять бой на равнине и отступили в горы. Решающее сражение состоялось в 565 году возле Карши. Длилось 8 дней и завершилось победой Истеми. Эфталиты свергли царя Гадфара, избрав вместо него чаганианского князя Фаганиша. Шаган. Чаганианского. Князя Фаганиша, попытавшегося склонить против тюрков Иран. Однако Хасров I Ануширван вернулся в Хорасан. Государство эфталитов прекратило свое существование и было разделено между тюрками и иранцами. Как было там сказано. Вернулся в Хорасан, говорит, Хорасан это сейчас территория Ирана, а раньше наш Кобланды-Батыр, есть же кипчакский Батыр, жир и эпос есть про него. Он в Хорасане, в тех местах он жил. Сейчас же киптяки, это хорезмийцы, они же киптяки тоже. И этот Кобланды уже Карак-Кыпчак же, Карак-Кыпчак, Батыр. В тех местах, Хорезмах, это ихние места, где они жили. И нет наведывались в Хорасан, когда с персами там воевали. Хобланды-Батыр там проявлял свои героические походы, свои способности. Война с Ираном, 568-571 год. При разделе прежних владений эфталитов тюркам достался Согд, сагдийцы, одни из главных действующих лиц в азиатской торговле, были обязаны тюркам прекращением жужанских грабежей и эфталитских войн. Однако жужанские, это вопрос чуть-чуть уточнить надо, кто такие жужани здесь. Они тоже орудовали. Мне такое ощущение, что это часть уйратов, уйратских племен, скорее всего. Однако их желание наладить торговлю с Европой натолкнулось на препятствование иранцев поступлению неконтролируемого количества товаров в Византию. Сагдийцы уговорили Истеми направить их представителя Маниаха во главе посольства в Иран. Но Хасров I Ануширван выкупил весь привезенный ими груз шелка и демонстративно сжег его, дав понять, что провоз товаров через Иран не в его интересах. Как жестко он поступил, Угу. Второе посольство, на этот раз состоявшее из тюрков, также было безуспешным. Видите, там борьба за шелковый путь, там везде же указывается эти вещи. Это более подробные вещи, подробности здесь написаны. Истеми принял решение начать войну.
поводом которой стала смерть тюркских послов от болезни в Иране, что было списано на отравление. Прежде чем начать боевые действия, Истемий в 568 году заключил торговый и военный союз с Византией, ну вот то, что мы описываем, который уже ранее направлял посольство в 562 и 563 годах. Тогда целью было недопущение союза византийцев с аварами. Вот видите, в 562-63 году в то время уже отправлял он послов, оказывается, Истем Каган. Он знал, что авары откочевали туда, недопущение союза, говорит, с аварами. Вот видите, подробности какие. Византийский император Юстин II для заключения союза использовал посольство Зимарха. Ну, это мы знаем. Еще в 567 году тюрки перешли Волгу и проникли на Кавказ. Движение было обусловлено стремлением преследовать аваров и попыткой проложить северный торговый путь в Византию в обход Ирана. В 568 году Истемий, подчинив по дороге утигуров и хазар, последние приняли сторону тюрков, что обусловливало их возвышение над другими народами региона. Вот здесь насчет хазар я уточню, я же раньше говорил, что вот эти потомки Каз, вот этого Ара, Каз, сын был Каз, Ау, Су, Каз. Вот эти Каз, Ар, это потомки вот этого Каз, Ар. Вот здесь они как раз вот упоминаются, как хазары. Они приняли сторону тюрков, и, естественно, они примут сторону тюрков, потому что это родственные народы. То есть это часть этого народа, куда они денутся. И это обусловило их возвышение над другими народами региона, там, говорит. Ну, понятно, раз это тюрки. Это вот хазары, они тоже аргыны, кстати, вот мы авары сейчас обсуждаем, а вот хазары это тоже часть вот этих аргынов. Так, подошел к северной границе Ирана возле Дербента. Тюрки потребовали от Хасрова I выплату дани, но получили отказ. Недавно обновленные дербентские укрепления были непроходимыми для степняков, в чем иранцы были уверены. Истемию пришлось отступить. На обратном пути он захватил Аланию, бывшую союзником аваров. В 569 году Истемий вернулся в Согдиану. В 570 году тюркские послы пытались убедить византийского императора Юстиниана II начать наступление на Иран с запада, но тот медлил. Война началась лишь в 572 году. Не имея возможности вести войну в одиночку и учитывая, что иранцы с самого начала не хотели войны, Истемий пошел на заключение с Хасровом I мир. По условиям договора граница между Каганатом и Ираном прошла по Амударье, а Иран обязался выплачивать тюркам ежегодную дань в размере 40 тысяч золотых динаров. Вот эти тонкости очень интересные, касающиеся этих событий. Ну, здесь конфликт с Ираном, Картли, вот это пропустим, сами почитайте, если вам интересно. Я вам хотел вот про Махмуд Кашкари тоже добавить информацию. Вот Хазбек Тавасаржила пишет же, что события про вот этого Истем Кагана описаны Махмудом Кашкари, нашим предком Махмудом Кашкари. Он как раз, кстати, жил вот на берегах Иссык-Куля в то время, ставки. Вот. И вот здесь есть интересные эти сведения. Вот Туган Жиры. Вот я здесь так прочитаю. Туган Жиры ежелгі үйсіндер құрған әртүрлі аталған мемлекетінің
қазіргі Қырғызстан жеріндегі Ыстықкөл жағасындағы кей деректе Шу бойындағы Барс-хан қаласы дейді. Вот, видишь, Барс-хан, видите? Вот, на берегу Ыстықкөлі. Ыстықкөл маңындағы болған Барс-хан қаласында әскерилер отбасында дүниеге келген Қарахан әулетінен. Вот этот Махмуд Қашқари родился вот на берегу Ыстықкөля, в Кыргызстане, и был из рода караханидов. Понимаете, да? Вот здесь два момента, что в городе Барс-хан он родился. Вот Барс-хан, это был на берегу вот этого озера, да? А я до этого вам говорил, что Барс-хан назвал Казбек Таусаров в своей книге это озеро. Он назвал Барсыган. Не Барс-хан, а Барсыган. Вот из вот этого, допустим, источника я вот нашел вот этот момент, что Барсыган, она искаженная тоже оказалась. На самом деле вот Барс-хан был, вот потому что Барсыган, оно как-то бессмысленное название. А вот здесь вот Барс-хан, оно со смыслом. Хана звали Барс. Вот у кыргызов тоже есть там имена ханов, по-моему, своих, которых остались у них в памяти, Барс-хан. Они подтвердят, если вот это услышат они. И здесь же вот написано, что он был караханидом, вот этот потомок караханида, вот этот Махмуд Қашқари. А вот Казбек Таусарұлы, он указывает, что вот Махмуд Қашқари, он был потомок Дулы. Дула әулетінен болды. Дула — это вот сын вот этого Ильсау-би. Вот. Дула — это вот их потомки Дула, как раз вот эти тюркские каганы. Каганаты вот это создали как раз их. Вот это все Дулы, они потомки. И вот этот Махмуд Қашқари тоже, раз он потомок Дула, и здесь написано, что он караханид, значит, мы можем сделать вывод, что караханиды, которые вот в истории есть же, которые там пришли на смену там Карлукам, по-моему, там писали, караханиды, они тоже выходцы с Улужизок казахского, из Уйсунов, короче говоря. Поэтому вот это то, что там в истории там пишут, там кто-то кого-то победил, там кто-то кого-то там уничтожил, там вот в истории там Карлуки там уничтожили там Уйсунов, там еще там что-то там, караханиды уничтожили там Карлуков, там пришла эра. Это все про Уйсунов, это все про Улужиз идет. Это внутренняя такая идет смена поколений. Вот поколения, значит, династии меняются, допустим, да, если они до этого назвались тюргешами по их предку Тюргеш-хану, потом дальше они называются карлуками по хану Каралак, который на самом деле, я вот в своем ролике там про карлуков рассказал, как правильно называется, что не карлуки, а каралахи. Каралаки надо назвать. Вот сменяется династия Каралах. Это те же самые тюргеши. И дальше там сменяется караханидами, да. Вот здесь мы выясняем, что карахан — это те же самые потомки вот этих тюргешей и каралаков. Просто в следующее поколение появился хан Карахан. И вот его, значит, подданные далее стали называться караханидами. Понимаете? Понимаете, да? Как история вот нас запутала. Почему? Потому что вот эти, писали историю не тюркские, так скажем, не изнутри, как говорится, народа. Они не знают вот таких вещей, тонкостей, не понимают. Для них это все, как говорится, темный лес, все наши роды, названия, там, кто кому родственник, кто из какого племени и так далее. Тут мы сами еле как разбираемся, да, а для внешних, допустим, этих историков, чужеродных, так скажем, для них это вообще темный лес. И поэтому все они напутали нам. А вот так мы потихоньку выясняем
И, значит, находим такие зерна истины, как говорится, вот в таких исследованиях. Так, вот этот момент я обозначил здесь. Далее очень интересная информация здесь про сородие. Вот аланский князь же был же, который там заставил тюрков 3 дня там торговались, сложить оружие. Вот про него здесь вот такая информация есть, оказывается. Сородий, аланский князь, правивший этим народом в VI веке, когда они еще жили на территории современной Украины. Упоминание о князе Сородии сохранилось в византийских источниках, когда в 569 году византийские послы прибыли к западным гёктюркам. Предметом переговоров стало изменение маршрута шелкового пути. Мы в курсе вот это событий, да, послов. В середине VI века гёктюрки завоевали Согдиану, знаем, и получили контроль над шелковым путем, проходившим из Средней Азии в Персию. Сородий выступал на дипломатических переговорах как посредник между псевдоаварскими кочевниками во главе с Каганом Кандиком. Здесь так пишут. Вот это псевдоаварские, это вот эти аварские, которые у Баян Кагана, эти авары, кочевники. Вот между ними и византийским императором Юстинианом в 557 году. Юстинианом I в 557 году, а затем снова между ними и Юстинианом I в 569 году, через 12 лет, получается, с гёктюрками. Он, видите, посредником был в переговорах, в дипломатических переговорах. Интересно, да, вот этот аланский князь такими вещами занимается. Теперь смотрите далее. Из источников которых мы узнаем об аварах, что Сородий действительно был от эфталитов, народность Персии, и, по-видимому, не имел права использовать название аварского Кагана. Понимаете, да, что пишут? Из этих источников они узнают, что мы узнаем, что Сородий, да, был от эфталитов, народных Персий, которых вот разгромили вот эти Истем Каган, которых разгромил. Получается, раз он предводитель аланов, получается, аланы были эфталитами. Получается так. Раз, Сородий, он ихний князь, и на Кавказе находился, и он посредником, вот вы же там слышали, между, гёктюрками, это вот эти как раз Истем Каганом, и Византии там участвовал в переговорах. Вот. Далее, вот видите, и между вот этими аварами, которые Баян Каган, которые отделившиеся аргыны вот, из тюркского каганата, которые отделились, и тем же самым византийским этим императором Юстинианом, переговорщиком был. Получается, смотрите, если в 558 году посольство отправил Баян Каган, а здесь говорится о Кагане Кандик. Вот. Получается, перед Баяном был какой-то другой Каган. Хандык какой-то, наверное. Хандык, может, Хуандык. Кстати, может быть, у аргынов есть такой род
куандык внутри органа, кандиком, говорит, и византийским императором Юстином. Вот до Баяна был кандик, как пишут, каганом вот этих аваров, аргынов, ну, авары, аргыны. И здесь же мы узнаем, что мы же непонятно было, кто такие эфталиты. Получается, если здесь выяснили, что Сародий был от эфталитов, а Сародий был он этим вождем аланов, еще раз повторяю. Получается, аланы это бывшие эфталиты, получается, или часть эфталитов, которых разгромили, получается. Значит, получается, вот эти аланы, которые на Кавказе живут, вот вопрос, что за аланы, они, значит, после разгрома тюрками в районе Согди, Согдианы, да, и Бактрии персидской, в тех местах они жили, и они после этого, значит, после разгрома они ушли на Кавказ и там осели. Вот эти аланы, получается, так, то есть с западного Афганистана переселились, и Персии переселились туда, на Кавказ, получается. Вот, видите, да, выясняются такие тонкости. И, по-видимому, говорит, не имел права использовать название аварского кагана. Ну, конечно, как может, допустим, вот эти эфталиты, если они аланы и персы, они не могут быть аварским каганом. Ну, хотя среди персов, да, аргыны тоже же есть. Значит, вот эти не истинные аргыны были, которые были в Персии. По-видимому, не имел права использовать название аварского. Дипломатическая помощь Сародия способствовала тому, что привела к соглашению между коктюрками и императором Маврикием в 598 году, чтобы поддержать правителя Сандила. Видите, аж до 598 года, с 569 до 598 года, это сколько потом уже? 30 лет, 30-40 лет. Он, этот Сародий, 30-40 лет там был активный в политическом плане. И он везде как дипломатом сейчас, ну, как посредником. Видите, он тюрков там разоружил, там 3 дня им, чтобы они сложили оружие, там требовал. Вот этот Зимарх, когда шло посольство. Так, чтобы поддержать правителя Сандила, говорит, археологи обнаружили в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе остатки аланского присутствия. Возраст некоторых из них относится ко времени, когда правил князь Сародий. Вот видите. Вот такие тонкости. Вот аланы, получается, это часть эфталитов. Если так разобраться, как я уже там говорил, это часть как бы афгано-персов, получается. Вот интересная информация. Здесь разговор коснулся этой темы именно тех времен, где-то середина VI века, начало, да, VI века, конец VI века. Я хотел бы заодно обратить внимание ваше на внимание исследователей истории, так скажем, на вот народ, на так называемые савиры. Так, сейчас я очки одену, я этот ролик записываю уже,
не первый день, так скажем, эти материалы собираю, поэтому в разное время я это на диктофон записываю. Вот сейчас я хочу зачитать некоторые моменты касаемо этих сабиров. Вот здесь, смотрите, пишет так. В тексте, который представлен Феофилактом как письмо тюркскому кагану императору тюркского кагана императору Маврикию, автор четко различает истинных азиатских аваров и псевдоаваров. Мы как уже разобрались, что авары — это авары, аргыны — это аркуны, часть аркунов. Истинные авары — это народ Абар, победители сабыров, упомянутые Приском Панийским в повести о событиях 463 года. Вот понимаете, да? А спустя век исчезнувшие навеки, сгинувшие в степных недрах тюркского каганата. Вот здесь упоминается, что вот эти авары победили сабыров, неких сабыров. Вот здесь сабыры конкретно написано, там в других местах савиры пишут. Далее, псевдоавары — племена, которые пришли в степи Предкавказья, а затем в Восточную Европу, создав там известный нам аварский каганат. Мы это все разобрали, поняли, да? Так, Феофилакт повествует следующим образом. Живущие по Истру варвары ложно присвоили себе наименование аваров. Так, ладно, это мы уже читали. Вот я здесь на момент хотел именно на сабыров обратить внимание. Это раз момент. Далее вот здесь написано, когда император Юстиниан занимал царский престол, некоторая часть племен Вар и Хуни бежала и поселилась в Европе. Назвав себя аварами, они дали своему вождю почетное имя Кагана. Почему они решили изменить свое наименование, мы расскажем, ничуть не отступая от истины. Барселт, Уннугуры, Сабиры и кроме них другие гунские племена, пишет. Увидав только часть людей Вар и Хунни, бежавших в их места, прониклись страхом и решили, что к ним переселились авары. Вот здесь дальше уже про сабиров не пишется. Вот я именно вот этот момент обращаю. Также фигурируют некие сабиры. Савиры там были, сабыры, савиры. Так, этот момент. Далее так. Еще момент укажу. Вот теперь давайте посмотрим, что исследователи знают о сабирах. Я здесь вот нашел материалы в интернете. Вот пишет так. Кандзюй и этногенез печенегов. Страна Кандзюй была известна как Канха в Авесте и Канка в Махабхарате. Кстати, нужно отметить, что население Кандзюя индийцы называли канками. Канк же по-тухарски означал камень. В среду кандзюйцев и сарматских племен Центральной Азии в поздней античности и раннем Средневековье начали проникать тюркские элементы. В любом случае на протяжении VI-VII веков происходил процесс становления печенежского этноса. Так. Время IV, V, VI веков было временем нестабильности в степях. Наверное, Кандзюй, наверное, это имеется в виду, наверное, Канлы. Канлы, вот это племя, угузское племя, вот это имеется, наверное, в виду. Так, Приск Панийский упоминал, что на акациров напали сарагуры, уроги онагуры, которых потеснили сабиры, а тех, в свою очередь, изгнали абары. Вот видите, сабиры потеснили
неких сарагуров, урогов, анагуров. Вот эти сарагуры, да, там дальше я сейчас тоже там этот момент найду. Мне кажется, что это саруйгуры. Саруйгур назвались, значит, люди, которые были, ну, отделились от саруйсунов в китайскую сторону, которые, значит, перешли и там остались. Ну, китайцы с казахами же постоянно воевали. И вот часть уйсунов одно время саруйсуны были, рыжие уйсуны. Вот они там среди китайцев как бы остались, когда те оккупировали территории казахские, восточный тюркский каганат. И вот там остались. И вот они назвались саруйгурами. Это вот Казбек Таусарова пишет в своей книге. Саруйгур атанып деп сөйтіп жазады да. Сейчас я далее этого тоже коснусь. Так. Вот здесь смотрите. Агурские племена сарагуров, урогов, анагуров сместились в Европу, говорят, а их место заняли сабиры, которые начинают фиксироваться в степях Северного Кавказа в VI веке. Вот, понимаете, некие сабиры. В Вэйшу отмечалось, что на владение Суде напали сюнну. В Бэйши упомянут целый ряд новых владений Суде, Юэбань, Джеше, Полона, Тухола, Тахаристан, Яда. Встречаются варианты Яда, Ядаилита, Ида и Тянь, то есть эфталиты. В этой же хронике сказано, что на Кидару Цидола напали сюнну. Видите, какие это, как сказать, полярные вот эти шатания по названиям. Кидару — это то же самое, что Цидола, да, можно сказать, да? Попробуйте сейчас это отождествить, эти два названия, допустим. Напали сюнну. Вот сюнну — это тоже хунну. То хунну китайцы пишут, то сюнну пишут. Вот эти кунов. Видите, да, какое шатание в названии. И что он был вынужден был мигрировать и создал государство Малое Юэджи. Я вот вам до этого говорил, что вот это китайцы Юэджи назвали жуз слово. Ну, ложиза они Юэджи назвали. Вот здесь пишут Малое Юэджи, это, скорее всего, кшижус, наш вот, малый жуз называют казахский. Вот об этом, наверное, идет речь, я так думаю. Это владение соответствует гуннам кидаритам у прииска Панийского. Кидариты, гунны кидариты, это, скорее всего, наши кирдеры. Вот этот есть род кирдеры в Малом Жузе, как раз кшижуза. Скорее всего, это о них идет речь. Тоже древние кирдеры, тоже вот наши все рода, которые в жузах, Ложис, Уртажус и Кшижус, они все древние рода. То есть они еще появились там 2 с лишним тысячи лет назад. Поэтому вот сейчас речь идет о VI веках. Это в те времена, это уже эти значит, потомки этих людей, которые основали эти рода, они уже значит, увеличились и превратили целые, так скажем, можно сказать, как народы, ну, племена большие довольно. Вот видите, там сколько, 600-800 лет где-то примерно проходит, это приличное же время, и вот так увеличились. По нашему мнению, давление на большое Юэджи могло, видите, по нашему мнению, давление на большое Юэджи могло оказать владение Юэбань. Вот большое Юэджи, опять термин. Жиз — это, я же говорил, Юэджи, да, они называют. Большой — это значит уложиз, большой жиз у нас. Вот давление на большой Юэджи могло оказать владение Юэбань какое-то. Ну, это, наверное, какой-то китайский вот, провинция, может. В Бэйши описан конфликт Юэбань с жуань-жуанями, что характеризует население этого владения как воинственных людей. По мнению Боталова,
предки европейских гуннов были соседями аланов восточноевропейских степей на протяжении II-IV веков. Угу. До исхода гуннов на запад регион Каспийско-Аральских степей не был слабо заселенным. Ну, Каспийско-Аральские степи, да, вот это наши степи же казахские, они, конечно, не были слабо заселенным. Густое смешение аланов и гуннов породило турбаслинскую и джетеосарскую археологические культуры, пишут. Ну, это, наверное, эти археологи, да. Вот челябинский археолог относил к азиатским гуннам хионитов и эфталитов, а переселение агурских племен связал с давлением на племена Теле со стороны жужаней. Вот здесь тоже упоминается племена Теле, это, скорее всего, наша Тлеу, вот это Кшижиза. Род Кшижиза, Теле, Тлеу, правильно называется. По нашему мнению, сведения письменных источников не позволяют относить хионитов и эфталитов к гуннам, но связь племен агуров с Теле вполне возможна. Ну, вот так пишут исследователи. Так, а Ронаташ, это, видать, венгерский какой-то исследователь, отмечал, что после того, как гунны двинулись на запад, а вар и хиониты двинулись к границам Персии, район современных казахских степей должны были занять агуры. Вот видите, как он думает. По мнению венгерского ученого, в китайских источниках правящие племена жуань-жуаней назывались юджилу. Этот этноним исследователь переводил как югюры. Ну, югюры, ну, уйгуры, что ли. Около 450 года жуань-жуанский Каган нанес поражение агурам. Савиры в союзе с аварами вынудили агуров переселиться в 60-х годах V века, и в 463 году агуры вышли в Волгодонский регион. Вот видите, здесь опять савиры упоминаются в союзе с аварами, с арвынами. И вот в это время, в середине V века, они появляются в Волгодонском регионе, вот между Жаихом и Еделем. Около 505 года савиры получили гегемонию в поволжских степях. Вы видите, савиры целое какое-то продвинутое такое племя в поволжских степях. А раньше о них вообще не упоминалось, да? Вот мы не слышали об этом. Вот. Теперь смотрите дальше. Возможно, авары были жуань-жуанями, которые после падения своего каганата мигрировали на запад и потом стали известны как авары. Вот мы же об этом говорили, вот это Баян Каган вот, мигрировал на запад. Так, Жуань-жуань это азиатские авары, вот такое предположение делает вот этот венгерский исследователь. До их переселения в Европу, по данным Захария Ритора, на север от Дербента жили такие племена. Вот перечисляют такие племена. Булгары они думают, аланы, Абдел и эфталиты. Мне кажется, Абдел, может быть, это Абыл, вот наш, вот это Уйсунов, предки Уйсунов, Абыл же, вообще Уйсуны от Абыла происходят. Абыл ели, Азык ели, и эфталиты. Аунагур,
Онагур, Аугар – Огур, Сабир – Сабиры, Куртагар – Кутругуры. Видите, Куртагар более как-то по-другому звучит, чем Кутругуры. Хасар – Хазары, Казар – Хазары же, Хазары. Сиругур – Шары-Огур. Вот Шары-Огур. Шара-Угур. Вот Сары-Уйгур, вот то, что я вам говорю, Сары-Уйгур назвались. Это Сары-Уйсуны назвались. Вот когда в Китае остались часть, они, вот здесь Сиругуры, видите, он Шары-Угур, это и есть Сары-Угур, Сары-Уйгур. Вот. Ш, С, постоянно вот это Ч, они вот так гуляют, вот эти звуки в тюркских языках. Абар, возможно, авары, жуань-жуани пишет. Баграсик и Кулас какие-то. Вот такие роды. Это такие племена, которые на север от Дербента жили. Вот, смотрите. При этом нужно отметить, что племена Абдел и Эфталитов жили значительно восточнее, как, впрочем, и абары. Ну, восточнее это значит вот в Сибири, так скажем. Южной Сибири, вот Северный Казахстан. Вот, в этих регионах жили. Так, к агурам в узком смысле этого слова должны были принадлежать онагуры, кутругуры, утигуры. Вероятно, форма отур-огур, и запятая здесь пишет сарагуры. Вот сарагуры это и есть саруйгуры. Саруйгуры это саруйсуны. Вот далее Джафаров указывал, что гунский племенной союз составляло много племен. Это 4 группы племен. Первая с окончаниями на гур, огур, битугур, кутригур, сарагур, анагур, огур, тунгур, утригур. Вторая группа племен с окончаниями на дзур, чур, дзур-чур, алпилдзур, алпичур, алпилчур, ультинзур, ультинчур. Вот. Третья группа с окончаниями нагир, альдзиагир, ангизгир. Четвертая группа без характерных окончаний акацир, бордор. Вот. При этом ученый локализовал агурские племена не совсем в Центральной и Средней Азии. Исследователь отождествляет анагуров с племенным союзом хайландуров, известным по армянским источникам. Армянские источники здесь подключаются. Если к этому добавить, что гунны жили в Паннонии, а акациры в Припонтийской Скифии, Северное Причерноморье, то получается, что сарагуры, анагуры, уроги кочевали в V веке в степях Северного Кавказа. При этом эти племена отправляли посольства к ромеям и нападали на персов, что в целом согласуется с их северокавказской локализацией. Вот. Следовательно, сабиры жили ближе к Европе. Вот это Северное Причерноморье, сабиры, видите, там до Волга и до Жаика были распространены. То есть это вот это древнее булгарское ханство, которое было между Волгой и Жаиком расположено. Вот там, скорее всего, сабиры и жили. Вот. Далее пишет, из хроники Приска Панийского мы узнаем, что сабиры подвинули племена сарагуров, анагуров и урогов в 466 году. Активность же сабиров на Южном Кавказе датируется началом VI века. Прокопий Кесарийский же пишет о племенах кутригуров и утигуров, которые были неизвестны Приску Панийского. Византийский историк связывал их с гуннами, как, впрочем, и сабиров. Вот видите, с гуннами также и сабиров тоже связывал византийский историк. Исходной территорией миграции сабиров
кутригуров и утигуров была Центральная Азия, а давление на них должны были оказать жуань-жуани, которые в то же время воевали с Юэбанем. Поскольку Юэбань не упоминается при описании событий после 440 года, то возможно связать переселение с крахом этого государства, который, возможно, связан с войной Жуань-Жуани против Юэбань. Ко времени Прокопия Кесарийского кутригуры уже жили на запад от Дона, а утигуры на восток от него. Видите, возле Дона на запад и на восток жили кутригуры и утигуры, пишет. А нагуры были названы в армянской географии Окхондор-Былкар. Окхондор-Былкар. С Балкарами, да, созвучно вот это. Балкар. И, вероятно, были вытеснены в район Эргений вышеназванными племенами. В прикаспийских степях до тюркютов доминировали именно сабиры. Вот так пишут. Видите, да? В прикаспийских степях до тюрков, до тюркютов доминировали именно сабиры. Вероятно, во второй половине V века из Центральной Азии пришла вторая волна агурских племен. Д. Синор относил сабиров к агурам. Завоевания тюркютов вынудили часть сабиров поселиться на берегах Куры около Шамхора. Эта их группа в армянских источниках называлась Севордик, в арабских Сиавурдия, а Константин Багрянародный указывал, что около Персии поселились саварты-асфалы. Так, вот, мы сделали вот такой экскурс. Значит, то, что историки, исследователи накопали касаемо савиров, так называемых. Теперь я вам свою версию скажу, что вот эти сабиры, по моему мнению, это и есть потомки вот этого Сабра, брата Арыса. Вот в этом Ата-Шежре, который сейчас я вам выведу на экран, еще раз напомню, у вот этого Арыса был брат Сабр. Вот потомки Арыса мы же определили, что вот эти авары, аргыны, значит, те же вот эти абылы, значит, племена Улыжуза, это все потомки Арыса же. А вот Сабра у нас нету информации, там, видите, пустота. Но Сабр, он был ханом в свое время. Вот во время, когда вот Арыс, Бавамас, это наш предок, значит, свою жизнь там, полжизни провел в Европе, даже большую часть, наверное, жизни, да, полжизни провел в Европе, среди, значит, этих греческих ученых, там осталась о нем память. Вот. В это время правил его брат Сабр. Он был ханом в наших степях. Вот у нас в казахских степях вот, он правил. И у него, соответственно, своих потомков тоже там достаточно было. Я думаю, тоже не один раз он хан там. Если у Арыса там только наши азиатские, скифские потомки, это мы, да, казахи. Мы свое Шежре знаем, свою родословную. До него и там даже дальше, до предка нашего казаха. То у Сабыра там, скорее всего, тоже были свои предки. Ой, не предки, потомки. Но Арыс, он, оказывается, говорил, что у него будет потомков много, говорит, после меня моих потомков будет много. Ну, он, наверное, примерно предполагал, он же такой, как сказать, это был хасед Радам Волда, как по-русски это сказать. У него такие были способности предвидеть наперед, на будущее. Вот он, раз он так сказал, значит, он примерно предполагал, что у него, вот мы как казахи, целый это народ
будем много потомков, да, и, соответственно, наверное, он знал, что там есть и европейские его потомки тоже, вот, кроме нас тоже. Вот об этом историю умалчивали, но сейчас мы потихоньку это выясняем. А вот у Сабыра, вот я как говорю, у нас не осталось в Шежире его ветвь, как она уходит. Вот, ну, скорее всего, она тоже целое дерево такое родословное развилось со многими-многими веточками, листочками и так далее. Вот, и вот эти сафиры, видать, в VI веке и до этого они уже выросли с тех времен, когда жил их предок Сабр. Это было примерно VI век до нашей эры. Здесь, если VI век нашей эры, то примерно 1200 лет примерно. 1000-1200 лет прошло от их родоначальника Сабра. И вот его потомки вот в виде сабиров, это так же, как мы, допустим, носим имя казаха, нашего предка, только часть казахов, вот мы, которые в Казахстане живем, мы только часть потомков этого казаха, а другие вот его потомки, они просто его имя не носят, забыли вот некоторые, или там другие имена носят, но они тоже его потомки. Вот те же узбеки, например, те же там другие тюркские народы, они потомки вот этого предка казаха, но они по-другому называются. Вот так же вот эти сабиры, часть их носила его имя, но были и другие его потомки, которые под другими названиями племен были. Вот среди них вот эти, может быть, вот эти кутригуры, там вот эти утигуры, может, они тоже там же, среди вот этих потомков этого Сабыра, какие-то племена. Но вот у нас нету этого данных, а вот они, ихние Сабыра, потомки Сабыра, они не сохранили свою родословную именно до Сабра. Вот в чем вопрос. Видите? Поэтому вот путаница вот эта вся идет. Теперь я вот что хотел к этой своей версии сказать. Что вот это я же говорил там в одном предыдущем ролике, допустим, что вот это, по моему мнению, вот Сибирь, да, она носит именно имя вот этого Сабра. Вот Сабр, это вот и есть Сабр, Сибирь. Вот. Она, скорее всего, не просто так, это топоним названия этой местности остался. Тут, например, так же, как реки по Арысу, мы знаем, вот Рось, там Арыс у нас река есть. Вот также по Сабыру вот это целая земля называлась, регион Сибирь. Вот. И вот в одном из каком-то роликов, если я сейчас найду, кажется, вот этот Сергей Игнатенко нашел город Сибирь. Вот сейчас, если я сейчас не помню, на какой реке, то ли на Оке, что ли, то ли вдоль Волги, там где-то вот в том районе на старых картах сохранился город Сибирь. Ну вот это, мне кажется, тоже один из, значит, ключиков к тому, что там этот город тоже не просто так назовется Сибирью, да, Сабыр, скорее всего, Сабр. И, возможно, в этом местечке вот он и, ну, как бы властвовал, и, возможно, у него там ставка была в то время, понимаете, как столица, может быть, его ханства, так скажем. Вот сибирское ханство, там говорят же, ну, возможно, это и есть отголоски от его, значит, потомки его и там все подвластные его, ну, племена, они жили в этом регионе, в этом ханстве. Вот. Я так предполагаю. Вот. Кто там обычно вот живет, допустим, сейчас? Ну, хотя времена поменялись, перемещений было много кочевнических, гунских, говорю, ну, вообще разных кочевников. Поэтому сейчас именно в том регионе, кто именно сейчас живет, возможно, они еще, ну, может быть, отношения к этому Сабору не имеют.
Но, возможно, частично имеют. Вот я что хотел обратить внимание вот в этом значит, ролике исследований для тех, кто занимается исследованием истории. Вот это будет как бы как руководство к дальнейшему исследованию далее. Вот так мы потихоньку соберем вот этот пазл исторической картины, значит, развития цивилизации, вот евразийской цивилизации, как, значит, она развивалась, как народы постепенно распространялись по территории, какие события происходили, какие государства создавались, вот, и так далее. Так. Вот как авары выглядят сегодня. Посмотрите, послушайте. Да, ну так и сказал бы, да, на аварском, подчеркнул бы. Мик азаралда мик носилда, он кол мик кори квак адана чудор. Как-то так. Документал. Ремен шабаче. Лица швац. Ой, баркала, ой, молодец, милиционер. Я вот مناد милиционер هیچ خالی رکلده ابلت هوایی من انتس کو مناد فرما كنت صدق هوایی کی وات من ساخلی روخ الأواتن barkala давай сахли. Аварцы – это храбрый и независимый горный народ, на протяжении всей своей истории сохранивший независимость. Завоевать его не удалось никому. В древности их тотемными животными были волки, медведи и орлы, сильные духом и телом, свободные, но преданные родным краям. Точное происхождение названия народа неизвестно. По одной из версий, оно связано с древним кочевым народом Авары из Центральной Азии, который в VI веке мигрировал в Центральную Европу, а затем на Кавказ. Вот нашел я вот в одном из атласов 17 века вот, с Тартарией и Украиной, атлас великанов. Вот здесь есть такая карта, и там написано, есть город Сибирь, Сибирь у Лукоморья. Вот эта картинка, вот посмотрите. Вот такой город был, Лукоморье. Вот еще дальше. Вот такой этот был город Сибирь. Так он выглядел по рисункам. Город Сибирь в 582 году. По материалам раскопок, говорит. Вот видите, в 1582 году вот так он выглядел. Далее вот эта картина. Значит, вот это город Сибирь также называется Кучумовым городищем, иногда Искер. Вот так. Хан Кучум же был, сибирский хан, против Ермака, который воевал. Вот. Кучумово городище. Ну, наверное, это как бы его ставка, там, как столица была сибирского ханства. Вот так оно выглядело. Далее, вот бонус еще вам в этом ролике такой сделаю. Вот есть карта Тартарии, и вот здесь изображена столица Тартарии, город Тартар на реке Тартар. Вот, посмотрите. Это как бонус вам просто, чтобы интересно было. И здесь написано, видите, Океаниус Тартарикус. Вот этот Северный Ледовитый океан раньше назывался Тартарским океаном. Ну, то есть тюркским, надо правильно понимать. Европейцы назвали тюрков тартарами. И вот здесь был город Тартар написано. Где-то вот ближе к Северному океану, получается.
где-то на Дальнем Востоке, в Сибири, где-то в тех местах. Так, здесь монгол написано. Ну, это вот эти ближние карты 17 века, видите. Это ближние, так скажем, времена. И здесь что интересно, я вам еще бонус хотел показать. Вот древний город Тартар на картах. Вот здесь, смотрите, если внимательно там посмотреть, здесь, да, встречается наименование Калмак. Ну, это калмаки, это ойраты, раньше назывались, Джунгарское ханство. Тоже наши братья. Разное было в истории. И воевали, и дружили вместе, женились, вместе жили одно время. Так, и вот здесь, что сказать, я хотел здесь обратить внимание, не на этой карте, вот здесь, ниже, да, ниже, кажется, так, есть. А вот та же карта, чуть-чуть по-другому. Вот здесь нарисовано вот Тартар-Вилла, он красным, это вот этот город Тартар. Рядом вот здесь, видите, горная полоса Алтай-Манс. Это горы Алтай, они так изобразили. Вот какая-то цепочка алтайских гор. И вот здесь дальше, видите, написано Наям, и рядом там Найман. Видите? То есть там жили найманы. Нашим найманам, вот для размышления вам. Вот рядом Северный Ледовитый океан, смотрите. Здесь, смотрите, вот это Океанус Скификус, или по-другому называется море Табын. Смотрите. Вот Северный Ледовитый океан раньше назывался морем Табын. Біздің кіші жүзі племя Табын, тоже древнее. Вот до Северного Ледовитого океана аж там они себя оставили, оказывается, о себе след. Вот, назывался, оказывается, морем Табын. Кіші жүз. Ағайындар, міне сендердің аталарың қай жаққа барған, видите, докуда кочевали предки наших казахов, кіші жүзі. Вот это я хотел показать, обратить внимание. Вон, видите, там Калмак написано. Ну, это ойраты, калмаки. Так. Вот Найман, видите, Табын, Северный Ледовитый океан. Вот смотрите, до каких мест кочевали наши предки. Вот такой вот бонус вам на размышление. Ладно, на этом я закончу этот ролик, потому что он и так огромный, наверное, получился. Сейчас я его буду монтировать, посмотрю, сколько получится, если он вообще поместится, как его загрузить в интернет, на YouTube. Посмотрим, получится, не получится. Вот. Давайте, будьте здоровы, не болейте. Вот. Изучайте свою историю, вспоминайте своих предков. Вот. Те, кто волндар. Қазақ бауырларыма айтайын дегенім, ең соңында айтайыншы. Мына роликті мен әдейі орыс тілінде жасадым. Оған бір себеп бар. Мен мынау авар халқы туралы айттым ғой бұл роликті, сол үшін түсірдім ғой, осыны жасадым. Бұл авар негізі біздің тұқымы ғой, арғынның бір бөлігі. Сол тұқымнан авар деген халық Кавказдағы солар пайда болған.
олардың тілдері де түрлері бәрі өзгеріп кетті. Бірақ олар да біздің тұқым болып жатыр. Былай тарихқа қарасаң дұрыстап негізінде. Сондықтан олар біздің тілімізді танымайды ғой, түсінбейді ғой, ұмытқан ғой. Сондықтан орысша біледі ғой. Сондықтан мен орысша осы роликті жасап, солар да естісін деп, мынау европалықтар да бар. Ішінде мынау кім византиялардың ұрпақтары бар. Рим халқының, Ром халқының. Солар да естісін деп, мынау орыс тілінде жасадым. Осы орыс тілінен мынау ютубта субтитры жасайды екен. Орыс тіліне жасайды, қазақ тіліне жасамайды екен. Мен соны көріп байқадым да, сосын осылай шештім, мына орыс тілінде жасайын, сосын субтитр жасап, оны аударуға болады әрбір тілге, қазақшаға да, ағылшынша да, немісше де, қай тілге болса да соны аудара алады адамдар. Сол үшін бүкіл Евразия халықтары естісін, білсін деп осындай ролик жасап жатырмын да, олардың түптері негізі осы қазақ болады екен деп, солай түсінсін деп, сол үшін осы орыс тілінде жасаған. Міне ағайындар, сондықтан дұрыс жағынан түсініңдер. Мен сол қазақ тілін менсінбегендіктен емес, бұл біздің тарихымыз бүкіл әлемге әсері тиген тарих. Соны мен жеткізу үшін мынау қазақ тілін көбі түсінбейді, білмейді, арамызда қалып қояды ғой деп, бұл ақпарат. Соны тарату үшін осындай айлаға әдіске бардым. Осы ағайындар, дұрыс жағынан түсіндер, аман сау болыңдар. Келесі кездескенше. Найман мен керейлер туралы айтайын деп едім, олардың да тарихтары масқара, керемет, өте күшті. Кейін соған уақытым бөліп, соны да айтып көрейін. Мен бұрын айтпаушы едім, тіркеліп қойыңдар, лайк басыңдар деп, енді солай айтатын болдым ғой, мынау блогерлер сияқты. Поставьте лайк и подпишитесь на канал деп жарайды. Сөйте салайық. Жамандығы жоқ шығар ешқандай. Жақсы, аман болыңдар. Ал қазақтар, енді сендерге айтарым, қалай, әңгіме қызық болды ма? Енді ата-бабаларыңды тауып бердім ғой. Арғын ағайындарға айтамын. Арғы ата-бабаларында тауып бердім ғой. 14 ғасыр бұрын өмір сүрген. Баян батыр, Баян қаған болған. Сол туралы әңгіме ғой бұл. Ал енді қалай ойлайсыңдар, қазақ салтымен, қазақ жолымен болғанда, атан бабаның басына барып, бабамызды еске алып, ат шаптырып, сондай бір ұрпақтары, сондай бір әрекет жасамайды ма? Не деп ойлайсыңдар? Бабаларымды міне таптым, соның бейітін іздеу керек, табу керек. Бабалар ізімен деген сондай бір бағдарлама бар еді ғой бізде. Міне сендердің бабаларын, қазақтардың бабалары ғой бұл. Міне қазіргі билік басындағылар сол ұлттық идея таба алмай жүр ғой. Қазақстанды қалай жаңғырту керек. Міне сендерге тұнып тұрған, тарих тұнып тұрған дайын ұлттық идея. Сендер бергі жақта қазақ хандығына тіреліп 1450 жылы соған жабысып отырсыңдар. Ол да ұлы тарих қой. Бірақ арғы тағы сендерге
көрсетіп бердім ғой. Міне бабаларымыз қандай ұлы іс жасаған кезінде. Осылармен қалай біз мақтанбаймыз. Не ұлттық идея осыдан басталады, тарихтан басталады. Ал сендер қайда неменеге ақша, бюджеттің ақшасын қаншама миллиардтап төгіп жатсыңдар. Ұлттық идея таба алмай. Осындай адамдарды іздемейсіңдер ме, білетін адамдарды? Қарапайым халықтың арасында осындай білімді адамдар бар. Сендер оларға мән бермейсіңдер, қарамайсыңдар да, еске алмайсыңдар да. Ұлттық идея іздейміз деп, табамыз деп ойлайсыңдар. Қарапайым халықтың арасында осындай білетін адамдар бар, сондайларды тарту керек, билікті. Биліктің жанында әрқашанда ханның қасында билер отырған. Ең ақылдылар, ұлттың ең ақылды өкілдері. Солар жөнін, жолын айтып отырған, қалай дұрыс емес. Содан айырылдық біз соңғы осы 2-3 ғасырда. Енді адасып, шатасып жүрміз. Сондайлар адамдар бар, іздесеңдер табасыңдар. Іздегің келмейді ғой сендерді. Мәселе сонда ғой. Әйтеуір мен жолды көрсеттім, айттым. Бабаларымды тауып бердім. Мынау біздің академический ғалымдар, тарихи ғалымдар, докторлар осымен айналыспағасын. Мен тарихшы емес адам осымен айналысып, мен тауып жүрмін ғой. Солардың жұмысын жасап. Осындай нелерді, адамдарды бағалау керек. Қадірін білу керек. Осылай айта берсем енді әрі қарай көп сөйлейтін едім шынымен. Бірақ осымен шектелейін. Түсінетін адам түсінген шығар. Міне арғын ағайындар. Тақырып айттым, ортаға салдым, ойланыңдар. Батыр баян, есімі елге аян деп сөйтіп айтып еді ме біздің Мағжан атамыз? Міне сендерге батыр баян тауып бердім. Бүкіл Европаны сілкіндіріп, әрі-бері өтіп, қаншама мемлекеттердің басын қосып, Рим империясына қарсы тұрып, соны шағып, шетінен бастап, әйтеуір құлауына сол себепші болды ғой. Қазіргі түрк бауырларымыздан бұрын, 800-900 жыл бұрын, Осман империясынан бұрын. Міне арғын ағайындар, сендердің аталарын Рим империясын құлауына себепші болған. Міне тарих деген осы. Ал жарайды ағайындар, аман сау болыңдар.